суток, друзья! Приветствую вас на штормовом канале. С вами Шторм. Сегодня суббота. Мы с вами давно не стримили в субботу. Но поскольку пропустили 2 стрима на неделе, надо как-то наверстывать упущенное. Поэтому решил начать все-таки попробовать, по крайней мере, пройти сегодня Телос. За один стрим вчера нам с вами повезло. Пирагус мы прошли за один стрим. Если сегодня также все сложится, то закроем еще одну планету. Ну, по крайней мере, так хочется на это надеяться. Так, ну что, на чем мы там остановились? Сбежали с Пирагуса, но не поговорили с нашей пока маленькой командой о высоком. Look, not like I care or anything, but you might want to go check on our passenger, especially with that hand of hers. То есть пока Атон с нами не хочет говорить, пока мы не пойдем с Крейю, не пообщаемся. Система безопасности Черного Ястреба, управление камерами. Винтовка не мешает Атон управлять кораблем. Теперь это узел связи называется. Раньше он никак не назывался. Ну, грузовой отсек, понятно, кокпит, машинный отсек. Ну, что-то там Т3 активно ремонтирует. Трап. Гараж. Интересно, зачем нам эти камеры здесь понаставили? Так, приколы ради. Главный отсек. Медицинский отсек, жилой отсек, левый борт, правый борт, камера хранения здесь наш Ки-47, оригинал, так сказать, а не подделка, 50-я модель. Да. Бип-пири-пип-пип-пи. Влияние неудачно, понятно. Понятно. Улучшить. А, он у нас как ходячее это. Как он называется? Господи, забыл, там, где мы оружие и броню улучшаем. Поврежденный HK. Это похоже на остатки HK, но более старые и более ржавые, чем того, которого вы встретили на Пирагусе. Его генератор все еще несет заряд, но некоторое количество критических частей отсутствует. Диагностика. Похоже, что у этого дроида не хватает 4 критических компонентов. Процессор дроида, сменное шасси дроида, кластер управления, который должен храниться в корпусе, и его вокабулятор. Но вокабулятор у нас есть. Удачи, вы установили вокабулятор дроида. Так, установление HK-47. Черный ястреб. Вы монтировали вокабулятор в HK дроида на черном ястребе. Еще нужно установить дроидный процессор, дроидное шасси и блок управления. Верстак, во, вспомнил. У нас теперь Т3 это ходячий верстак. Заделали дырки в корпусе.
выбор клинок, который у нас. Ионная ячейка. 5 против дроидов. Допустим, можно добавить, чтобы можно было. Здесь можно переделать сюда. Сейчас мы не переделаем. Так, выбор клинок, это, видать, Крей. Не будем мучить его. Тяжелый бронекостюм. Регенерация. Это нельзя пока еще, странно почему. Только тяжелая типа броня. Против колющей, режущей, дробящей. Ну все, вот это можно пока поставить. Но потом дадут нам какую-то робу джедайскую. А пока будет так. Говорится, побегаем, откроем карту. Все, здесь все эти вещи, которые лежали в первой части, ящики, коробочки, все потеряно, ничего нет. Have you come for more answers? There is little more left to give. Чем ты нам мало можешь помочь? This wound is a physical thing and will fade with time. It was necessary. Some things may only be learned from sacrifice. Save your pity. I am here to save you, not the other way around. I do not need your condescension nor your lectures. If anyone needs training and guidance, it is you. I do not know. I fear that the consequences would have been more extreme. Possibly, yes, and I fear it works both ways. I would not wish to test it, nor should you. When battle is upon us, I suspect our minds are prepared enough to shield each other from the pain. I think we shall not have a repeat incident of what happened at Paragus. I confess its nature eludes me as well, but the bond is strong and its roots run deep. It seems the force flows easily between us. When one of us manipulates the force to heal or strengthen ourselves, the other is aided as well. Вы, Крей, обладаете способностью цепь силы. Когда один из вас использует силовую способность на себе, другой тоже получает от нее пользу. A powerful technique indeed, though, as we have noticed, it has its drawbacks. I do not know. The Sith struck more swiftly than I thought, and they will not stop until they have you in their grasp. If you fall, all the galaxy will echo it. Если ты погибнешь, это отразится на всей галактике. It does not matter where we go. It is not the destination that matters. It is the journey. All paths will take us to the end, whatever it may be, and no matter how strongly we fight against it. For now, we are bound for Telos, and that is enough. Before the war,
Jedi who failed their training were sent to the fields of Telos to serve the galaxy, not as Jedi Knights, but as farmers and laborers. The destruction of Telos was complete. I doubt any Jedi remain. Yet there may be echoes of their passing. We shall see. Посмотрим. Да, привет, Денис, привет. Рад тебя видеть. Ну, хотя бы пришел, поздоровался, уже приятно. Спасибо большое. Ну, понятно, что дела. Суббота. У меня тоже полно дел. Просто вот решил. Пропустил 2 стрима на неделю. Надо как-то наверстать, поэтому решил постримить в субботу. Спасибо, что зашел. Then I am left with nothing more than we had already. My faith in you and your ability to meet what comes. Ask, and I will answer. I do not know. The Sith... Так это наговорила. It does not matter. All... Before the Then I... Так, хорошо, дальше. These Sith, they seek the death of all Jedi, as have all the Sith, since the Jedi Order was first split. Да, вчера тоже там рабочие вопросы решал. Домой вернулся в 7 вечера. Как-то уже еще 3-й стрим пропустить уже как-то было нехорошо. Поэтому в 8 вечера стартанул. Ну, это как раз вот 6 часов до 2 ночи я отстримил. Ну, зато не пропустил. Ну и вот заодно сегодня один день тоже пропущенный. Наверстаем. Итого получится, что за неделю пропустил только 1. В принципе, вполне нормальный результат, как по мне. Yes, the Jedi Civil War is not the first one of its kind. Thousands of years ago, the Jedi had another civil war that split the Order. It was a terrible thing. A faction among the Jedi abandoned the teachings of the Order, following their own path. They waged war on their fellow Jedi, a war that raged across the galaxy. But these fallen Jedi were cast out, defeated, and they retreated to worlds in the Outer Rim. Over time, they took on the mantle of the Lords of the Sith, but in their hearts they never forgot the Jedi. The hatred for the Jedi Order burns in their veins like fire and echoes in their teachings. Revan tasted it, as Malak did. In a manner of speaking, they are different from Malak in that they are concerned only with the destruction of the Jedi. For them, it is all that matters, all that ever mattered. It is a different war these Sith wage, a thing of silence and shadow. They strike from the darkness, hiding from the face of the galaxy until all Jedi are exterminated. After all the Jedi are gone, then the galaxy is theirs, no matter whether the Sith or the Republic rules. It is the dark side that shall reign, unchecked. Dark side. I believe them to be the result of special teachings. Their apparent weakness against you is evidence of this. Those Sith assassins can sense their prey through the Force. It is like a hunger. They feed and grow stronger when they are near Force sensitives. The stronger their prey is in the Force, the deadlier they become. As long as you were cut off from it, you were able to evade their sight. But after Paragus, I fear that you will be no longer shielded from their eyes, or the eyes of their masters. The stronger you grow, the more will come. Кстати, да, действительно, похож. Правда, Катарн был более темный, этот более светлый. А так, да. Кстати, не обращал никогда на это внимания. Да, ты прав, таки да. Ask, and I will answer. Indeed. And was it the same as before? If my suspicions are correct, perhaps the damage the Jedi Council did was not as permanent as they thought. It is not an easy thing to cut one off from the Force. What did you believe? That you suddenly lost your connection with the Force without reason?
Indeed it is. It is much like losing one's ability to listen or being put into a deep sleep, unable to awaken to the galaxy around you. Such a thing has been done before, when Jedi have pronounced sentence on their own and exiled them as they did you. If not the Jedi, then what did you think was the cause of such a loss? War leaves many scars, but rarely does it blind one to the Force. If anything, conflict and challenge may make the connection stronger, more intense. No matter what horrors you experienced in the war, no matter who you served, it is unlikely that the Force would be lost to you unless another factor was involved. It is possible that such a thing can be undone. Still, even so, the chances of the Jedi undoing such a thing for a traitor is a slim thing at best, assuming they yet live. Our link may have had other consequences. Perhaps you can hear the Force again, distantly, through me. If so, then there is hope. I may be able to teach you, train you to feel the Force again, and if you will not allow me to help you, then other Jedi must train you, or undo the damage they have done. Ты тренировать меня, ты, Лен, держишься на ногах. Да, классный ответ. Do not honor me, fallen Jedi. Honor it by listening and learning. Do that, and perhaps we shall survive this thing, you and I. I offer to train you to become strong again, to know the ways of the Force, and to hear the Force sing within you as it once did. Мне не нужны наставники, только слуга. Да. Then our training shall begin. Whenever I travel with you, I shall impart what I can to you through my words and presence. Слишком много рассказала о себе. Что-то я не заметил, что ты много о себе рассказала. Ask. And I will Вопросов answer. больше, чем ответов. Much has happened in the galaxy in your absence, and since the defeat of the Mandalorians at Malachor 5. It is a tale you already know well. Almost a decade ago, the Mandalorians began preying on the Republic, bringing the fires of war to many planets along the Outer Rim. Their predations continued, winning victory after victory, until the Republic finally begged the Jedi Council for aid. Indeed, the Jedi Council counseled caution and patience to assess the Mandalorian threat as the Outer Rim burned. Two Jedi Knights, Revan and Malak, defied the Jedi Council. They challenged the Mandalorian fierceness and brutality on the battlefield with a viciousness of their own. Revan's entrance into the conflict marked the true beginning and end of the war. It was Revan who drove the Mandalorians back into the unknown regions. Yet Revan triumphed, but you know this, for you were there at Malachor 5, when the Mandalorians were crushed beneath Revan's might. You speak the truth. The war's end was merely another beginning, and what seemed a victory for the Republic was far from it. Many believed the Mandalorians defeated at Malachor 5, but the Mandalorians taught the Jedi much through battle, and so it was that Malak, Revan, and the Jedi that followed them discovered their true natures in the Mandalorian Crusade. But you know this. Да. Нихилус, ну да, он там Нигилус или Нихилус, я не помню, как он правильно называется. Рэй это вот с нами стоит, разговаривает. И третий это Зион, или Сион, как там правильно его имя произносится, да. Это в этой части.
Consumed them? No. Taught them. Defined them? Yes. As Revan and Malak fought the Mandalorians in battle after battle, they grew to despise weakness, just as the Mandalorians did. In the end, the Mandalorians had taught them through conflict, shaped the Jedi, and turned them into a weapon against the Republic. Revan and Malak, and all the Jedi that served them, turned against the Republic and the Jedi Order. Jedi fought Jedi. Revan was ambushed by the Jedi and captured. Malak continued to wage war in his master's place, inflicting terrible wounds on the Republic. Wounds that bleed still. As all Sith do, without a strong enemy, the Sith turned on each other. Revan escaped the Jedi and returned to finish Malak, and that was the end of the Jedi Civil War. After defeating Malak, Revan left the Republic, and there are none who know where he has gone. It is said that the Sith remnants turned on themselves after Revan defeated Malak, reducing Korriban to ruin as the Republic still bleeds and struggles for life. Where Revan wanders now, I do not know. Сейчас бродит Риван. Далеко. It would seem that way from a certain point of view, perhaps. The Jedi Civil War left wounds that have yet to heal. We shall see if the Republic has the strength to survive. A culture's teachings, and most importantly the nature of its people, achieve definition in conflict. They find themselves or find themselves lacking. Too long did the Republic remain unchallenged. It is a stagnant beast that labors for breath and has for centuries. The Jedi Не переживай, и потом разрушат Республику. Now the Jedi are lost. We shall see how long the Republic can survive. Так, лет через 4000 будет Империя. We shall see. The Jedi Civil War cost the Republic much. The resources of the Sith seemed limitless. The Republic's was not. Fleets of Да, конечно, Денис, не вопрос. Спасибо, что зашел. Entire planets were decimated. Their inhabitants dead. Ну, посмотришь тогда в записи этот стрим. Ну, или если будет возможность, еще приходи. Всегда буду рад тебя видеть. It is a quiet thing. Unlike the Jedi Civil War, it drives at something deeper than the strength of the Republic. It is aimed at you. The Republic was never what was important, ever. It was but a shell that surrounds the Jedi, just as the teachings of the Jedi are a shell surrounding the heart of man. You see, the war, the true war, has never been one waged by droids or warships or soldiers. They are but crude matter, obstacles against which we test ourselves. The true war is waged in the hearts of all living things, against our own natures, light or dark. That is what shapes and binds this galaxy, not these creations of man. You are the battleground, and if you fall, the death of the Republic Если ты умрешь, смерть Республики будет тихой. whisper that shall herald the darkness to come. Ну, прямо последняя надежда. Ask. Понятно. Значит, на этом все. I would see to that fool in the cockpit and remind him of our destination. I would not want him Нет, не to туда. Kilos. Хорошего мнения на Баттоне. He is a fool and an imbecile. His potential lies downwards, not up. Watch. Взяла, обосрала. His thoughts are slippery. I do not trust him, and nor should you. Such a man serves himself first and his allies next. Получено влияние Крея, потеряно влияние Крея. Получены очки светлой стороны. Вот. Да, здесь Крей так это с этим влиянием получил, потерял, получил, потерял. Так, галактическая история. После разговора с Креем вы узнали, что произошло с вашими старыми союзниками Малаком и Риваном в промежутке между Мандалорианской и Джедайской междуусобной войнами.
How's our passenger? She's still aging? Yeah, to you, maybe. I don't usually hear much beyond fool and imbecile. She's lucky she's a Jedi, or someone would have killed her years ago. I mean, how old do you think she is? She may have been good-looking once, but it takes some hard living to make creases like that. Классно ты по воздуху клавиши нажимаешь. Yeah. Her face looks like it was plowed by crazed Ord Mantell farmers. Don't tell me you were too distracted by her personality to notice. Whoa, all right, don't get mad at me. Hey, I didn't ask her to stay behind and get her hand cut off, okay? I mean, I appreciate what she did and all, but she could stand to lay off the insults herself, you know? Дождаться от вас сочувствия, как выдавить воду из камня. Закрой заслонку и займись курсом. Да, набор фраз поражает. Like we have a choice? It's the only place Paragus had logged in their astrogation charts. If you thought Paragus was dead, then Telos is a dying world they're trying to breathe back to life. Should be there before too long. You can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. So, what happened? Don't give me that. There were plenty of times back on Paragus where a lightsaber would have been helpful. So where's yours? Oh yeah? I thought a Jedi was supposed to be married to their lightsaber. Guess I heard wrong. Were you a single hilt or one of those double-bladed Jedi? Одиночная рука. Когда мы будем создавать свой меч, чтобы нам было это... Какой меч получится, когда мы будем свой создавать? Huh. Figures. It wasn't red, was it? Был кристалл более красный, чем глаз Лайгрека. Оба клинка. Кристалл был уникальным. Yeah? Unique how? Синий. Обычно им пользовались стражи. Зеленый, как у джедаев из Совета. Желтый, джедаи часового. Фиолетовый, как камни Гарикан на закате солнца. Оранжевый, как солнце Хасак. Это был виридиановый клинок, который прежде не видели в Ордене джедаев. Серебряный, как потоки в зале тысячи фонтанов на Корусанте. Вообще, вот, кстати, серебряный тоже неплохо. Как и фиолетовый. Must have been something. Sure be nice to have it now. Might make those Sith think twice before coming after us. Alright, forget I said anything. Like I said before, you can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. Полученные очки светлой стороны. Наконец-то у нас уже изменилась позиция. Should be there before too long. You can check our... Понятно, то есть говорить он с нами не хочет. Ну хорошо. Так, пообщались со всеми. Сейчас, друзья, секундочку. Так. Все, полетели на Телос. Пирагус, которого больше нету. Наш черный ястреб. Телос, станция Цитадель. И здесь Цитадель. Ну-ну. Боевые повторяются, конечно. Точнее, в Mass Effect они повторились, получается. Климат поддерживается искусственно. Местность космическая станция. Стыковка, посадочная зона.
Полетели. Attention, this is Citadel Station Bay Control, Dock Module 126. Please remain where you are. Lieutenant Dahlgren will arrive shortly to meet you. That is all. Персонально. Sound of that. If they think we caused the explosion... Uh-oh. Here comes the welcoming party. They may not know what happened, so don't blow it. I'm Lieutenant Gren, Telos Security Force. I'm under orders to take you into custody in regards to the destruction of the Paragas mining facility. You haven't been formally charged, but you will be placed under house arrest pending the results of our investigation. Due to the nature of the investigation, I have no specific timetable to offer you. In the meantime, your ship and any droids will have to be given over for safekeeping. Yes, that includes you. You are a droid, so you will be detained. In addition, we will have to take your personal arms and armor until the completion of our inquiry. If you are cleared of any involvement, your personal effects will be returned to you. You will be held briefly in the TSF station until living quarters can be arranged, at which point you will be placed under house arrest. Do you understand? Good. My men will relieve you of any arms and armor. Please follow me. Tell me I'm not going to jail again. Тебя с комфортом сейчас поселят, в отличие от Пирагуса. И наш корабль угоняют. Кстати, почему Атрис его приказала угнать? Честно говоря, даже не помню. You will be held here briefly. Living quarters are being arranged for you and your companions as we speak. Someone will return shortly to escort you to an apartment in residential module 082. Это нам здесь снизу черный экран не подвесили. I've many matters to tend to. Your questions will have to wait. Well, we might be here for a while. Might as well get comfortable. Someone is coming. So this is the last of the Jedi. I must admit I'm a little disappointed. The Exchange has a bounty on Jedi, you know. You're worth quite a bit of money. The Exchange, huh? I'm pretty sure some two-bit pistol jockey like yourself isn't one of them. Hey? I'm more than skilled enough to work for the Exchange. You bounty hunters couldn't even win a fair fight. You're the cheapest, most worthless mercenary scum in the galaxy. I'd hire a Mandalorian over your filth in a second. No Mandalorian could match my skills. No Mandalorian could have been clever enough to infiltrate this station, taken the identity of one of the guards, then... Then what? Overloaded our force cage fields and made it look like an accident? You probably don't even have the guts to fight me. Pathetic. Don't think overloading your cages had not occurred to me. You're wanted alive, but I doubt anyone will care as long as I bring them your corpse. The security cameras have mysteriously shorted out. There will be no witnesses to your escape attempt, during which I'll have been forced to kill you. By the time the TSF realize I'm not one of them, I will be far from this place. Easier for me then. Come, Jedi. It is time to die. Hey, leave him alone. You want to fight? Then try me if you've got the guts. You have goaded me once, and you shall not do so twice. But I shall dispose of all of you eventually. And an old woman, a fool, and a broken Jedi are no match to my skills. Вот самоуверенный. Что ж они такие все самоуверенные, в который раз повторяю?
Добавлена запись в журнал. Ложный Бату. Убийца, замаскированный под Бату Рэма, офицера на станции Создали. Он посягнул на вашу жизнь, когда вы были там в заключении. Стоило бы выяснить, кто и зачем его нанял. Арестован. Телос, ты был арестован лейтенантом Греном Телосианской силы безопасности. Будешь под арестом, пока ТСБ не закончит свое расследование разрушения добывающего комплекса на Пирагусе-2. ID Черного Ястреба. Черный Ястреб вместе с 3М4 и всеми принадлежностями был задержан для осмотра и деконтаминации. Лейтенант Грен Телосианской службы безопасности сказал, что процедура должна занять не больше, чем 30 стандартных часов. Так, Крея. Всегда, я говорю, до сих пор мне интересно, что она ремонт умеет делать. Зачем, непонятно. Еще страх у нее есть. Вот это... у нее она есть уже. Хорошо, аура силы. The security cameras up. What? What's going on here? Man down! Quick! Call a medic! All right, Jedi. I want you to back up slowly. Hands in front of you. Into the force cage. Cooperate, and we won't have to gun you down. Come on, Lieutenant. They've already killed... who is that? Is that Batu Rem? Rem's no assassin. Batu Rem is on leave. He shouldn't even be on the station. This man isn't him. We've arranged for an apartment in residential module 082. You'll stay there under house arrest until our investigation of the Peragus matter is complete. You'll be under TSF protection. I'll personally clear any visitors to your quarters, and we'll investigate this incident to the best of our ability. Officer, get Lieutenant Yima a report of this incident. She'll look into this. The rest of you come with me. We'll escort you to the apartment in 082 immediately. These will serve as your quarters for the duration of your house arrest. 2 officers will be stationed outside at all times. Again, I'll clear any visitors. There won't be another incident. But just to be on the safe side, why don't you leave us a blaster or two? Фигом. I can't say. We have a ship examining what's left of the Peragus facility now, so your stay might be brief. We'll keep you informed. Now, this is a step up from a force cage, at least. If there are any problems, we'll use the wall terminal to contact you. Let's go. This isn't good. We've got to get off this station. What do you think the TSF is going to find at Peragus? That could bring the Sith... You know what? Forget it. As long as we're trapped here, it doesn't matter. We cannot stay in any one place too long, but our path has brought us here for a reason. I must meditate on this. In the meantime, we should rest. Yeah, you go ahead and meditate. As for me, I could use some sleep. Отдохнуть. Будем медитировать. Дзынь-дзынь. Поступил вызов. ID Соколан, офицер ТСБ. Excuse me, you have a caller. Moza, representing the Athorian planet restoration interests on Telos. Lieutenant Gren's cleared him if you'd like to speak with him. Very well. I'll let him in now. Чё до хаба-то?
Возродить планету. Что вы на этой планете храните оружие, что непонятного? Логика проста. Perhaps Chodahabat should turn his eyes to his own people, if they truly suffer so. Now perhaps we will be able to rest uninterrupted. Да-да. Дадут отдохнуть. Так, зовущий. Телос. Моза, представитель Итрианской службы восстановления планет на Телосе, хочет, чтобы вы пришли в их резиденцию в жилом отсеке 082 Запад и поговорили с Чодахабатом. Так, поступил вызов. ID B4D4, корпорация ЗРК, местный филиал. Good day. I am B4D4, Administrative Assistant for Zerka Corporation's Citadel Station branch. I am attempting to connect you with Executive Officer Jana Lorso. May I put you through? I am sorry, but I do not know. I am only her Administrative Assistant. May I put you through? Thank you. I will connect you now. Good day. Thank you for accepting my call. As my assistant no doubt informed you, I am Jana Lorso. I understand that you were approached by Nethorian earlier. Doubtless he tried to obtain your help, attempting to purchase it with imposed guilt and veiled threats. Вызвать чувство вины? Yes, they play at being downtrodden innocents, having come to you because of these Jedi rumors that are going around the station. Oh, I'm sure you've heard that you're a Jedi, one of the last, wanted by the Exchange and who knows how many other organizations, for reasons good or ill. But that's of no interest to me. The Jedi, and your standing with them, have no bearing on this discussion.
Oh, and I suppose he didn't mention the exchange, helping you with any problems here? In other words, the Ithorians won't lead the exchange to you if you work with them. Well, no matter. My apologies. Что ты I never гонишь, intended to waste подруга? your time discussing Ithorians. I believe you're a person of influence, someone I'd like on my side, rather than aiding the Ithorians, whose quasi-mysticism and bumbling foolishness is standing in the way of progress and profit. I'm not asking for your help, though. I'm offering you a job. Work for Zerka and be handsomely Поэтому у вас стоят фигуры, как в этих храмах ситхов. Please visit our offices here in Residential 082. B44 will know what to do when you arrive. Their plans for the restoration of Telos are aimless and meandering. Restore the sacred natural beauty of Telos, they say. Just what does that mean? How does that apply to natural resource development and consumption? The proper planning of urban sectors, resorts and tourism? It doesn't. The Ithorians are spending billions of Republic credits on a plan with no defined profit. If it continues, they'll drive the Republic into irreparable debt and have nothing to show for it but a few meadows and a weather generator the size of a small continent. I'd rather discuss that in person. I'll be more than happy to answer any and all questions when you visit our offices. Excellent. Good luck with that messy investigation, and I hope to see you shortly. We should get back to bed. Whenever they decide to release us, we should get going immediately. Угу. Мы все продолжаем отдыхать. Ну, дзынь-дзынь. Explain something to me. I do not have the years required, nor the desire to indulge you. If he served in the war, well, Jedi are supposed to be tough, capable. Yes, and what are they without the Force? Take the greatest Jedi Knight, strip away the Force, and what remains? They rely on it, depend on it more than they know. Watch as one tries to hold a blaster, as they try to hold a lightsaber, and you will see nothing more than a woman, or a man, a child. But to lose so much, I guess I didn't realize how much they relied on it. Do not be surprised. In many ways, even you are more capable than a Jedi. You could survive where they could not simply because you do not hear the Force as they do. It is irony of a sort, and it is why I tolerate your presence now. But such a loss of ability, for a Jedi, it seems so extreme. He has been gone from war some time. It is conflict that strengthens us, and isolation that weakens us, erodes us. Add to that he turned away from war, did all that he could to forget it, and the last piece clicks into place. But we have spoken enough of this, and we do him a disservice by not speaking of this while he is present. I've come to inform you that the Telosian government has completed its inspection of what's left of the Paragus facility. It appears that the Harbinger had indeed been present, though it was gone when our ships arrived and was responsible for the station's destruction. Logs recovered from the facility's wreckage indicated that the miners perished as a result of sabotage, which began while you and your companions were either incapacitated or incarcerated. As such, you are to be released from house arrest. However, the Republic is sending its own ship. They have insisted that you remain on station for the duration of their search. To further investigate the station's destruction and search for their missing ship, the Harbinger. The sojourn is already en route, likely not more than a few standard days. Feel free to use these quarters during your stay. The vessel's IND is complete. Please visit the TSF Station and Entertainment Module 081 to complete the necessary paperwork at the front desk. The Ebon Hawk should be transferred from the impound docks by the time you're free to leave. After filling out the paperwork, it'll be transferred with your ship along with your confiscated weapons and armor. Well, now what? We can't just stick around. We need to find a way off this station. Whether it's the Ebon Hawk or some other ship. We could hit Nar Shaddaa, maybe. If you've got people coming after you, it's where you go to get lost in the crowd. Look, this place is a waste. If Telos wasn't doomed before Paragus blew, it is now. Even more so if your friends from Paragus come calling. Because it depends on Citadel Station, and the Citadel depends on Paragian fuel and the Republic's senators. The Citadel's fuel source went up with the mining facility.
And the bickering senators? Not something worth counting on. It is difficult to say. I feel we came to Telos for a reason, but we may have spent too much time here already. Even if the Harbinger was destroyed at Paragus, more Sith could already be on their way. Still, there is a chance we might learn of other Jedi here, on the planet's surface. Jedi who might help us restore your abilities, or sever the link between us. Well, what do you think? The Republic? They can't even properly fund and manage a space station, let alone fight an enemy as cunning and ruthless as the Sith. Even if somebody believed us, the Republic won't be any help. Believe me, I know. Only the Jedi threw the Sith back last time around. He may be right, but whatever we do, we should move quickly. Так, арестован. Лейтенант Грен отпустил вас из-под домашнего ареста, но вы должны оставаться на борту станции Цитадель, пока Республика не завершит свое личное расследование инцидента. Вы можете использовать апартаменты С3 в жилом модуле 82, пока не завершится расследование, и вы не можете свободно передвигаться. Лейтенант Грен сообщил вам, что ID Черного Ястреба завершена, но вы можете посетить отдел ТСБ в комплексе развлечений 081 и подписать кое-какие бумаги, чтобы получить его и остальные конфискованные у вас вещи. Запрос Зерки. Джоанна Лорса, должностное лицо корпорации Зерка на станции Цитадель. Хочет, чтобы вы пришли в офис корпорации в жилом отсеке 82 Восток. Они хотят заключить с вами соглашение, а также, чтобы вы не помогали итарианцам. Так, у нас ни оружия, ни брони, ничего. Как же не полазить по чужим номерам? Заперто. Zerka's mercenaries are getting out of hand, and they're too much for the TSF to handle. We need Republic troops to restore order. The war has really inflated prices here in the Outer Rim. Medical supplies are in short supply and high demand. Комплекс квартир Б. The war has really inflated prices here in the Outer Rim. Medical supplies. Zerka's mercenaries are getting out of hand. Too much for the TSF to handle. We need Republic troops to restore order. Tonoranga Manakaran, Ipo Inshawa, Donos Imeragith, Wanarakorachi Drumka sa Inchobin Sasha, Dosimana Rachata, Donos Imeragith, Wanarakorachi Drumka sa Inchobin Sasha, Dosimana Rachata. In Wamagro, May Rangana Noruta, the Ranamo Sibu and Dasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawi Mo Jubu and Kosoracha. Machabi Doko, Tonaranga Manachunga. Продавец запчастей дроидов. Ну, верстак еще здесь есть. Ну, а что это не открывается? Столько здесь мощный замок. Не хватает наших способностей. Ну и тоже говорят. Комплекс квартир А. Hey, what are you doing in my apartment? Looked like you were doing more than just looking. Figured what? You just break into my apartment and take everything I own? Are you crazy? Yeah, I thought so. Get out of here before I get the TSF. Why not?
You didn't seem to have a problem taking everything else. Вот и поговорили. Извини, мужик, надо сидеть в квартире. Чтобы я не трогал чужое. А ты кто? Я процессор данных. Bo bagaragawanda yaitua ulwanji yuma. Tong hite mosi jotia yumba ditawa e bawatune ruta. Tong laldu chung nao. Дуканы тунга. Девушку свое сердце как заклад, молодец. Теперь работает танцовщицей. Ну-ну. Dahupa bosa kurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiake yukito tune. Dahupa bosa kurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiake yukito tune. Ого, 2000 кредитов на старте игры. Хорошо вы так хотите за квест. Entomesh mi paju watamincha yokolondo ado nukulabira wa tines un soto. Высокие ставки. Хар рассказал тебе о романе Твилике, который принадлежит Дотону Хетту и который танцует в баре. Он проиграл ее в Пазак и теперь хочет вернуть ее. А нефиг было ее проигрывать в карты. Лифт отсека шаттлов, комплекс развлечений. Информационный терминал станции Цитадель. Скачать карты местности, загруженные в инфопанель. Так гораздо лучше. Так. Лифт в шаттл-отсек. Офис Зерки. Биржевая корпорация Бумани. Модуль Восток. Чисто ради приличия с Зеркой поговорим. Но выполнять их задания я не собираюсь. Administrative assistant for Zerka Corporation's Citadel Station branch. How may I help you? Zerka Corporation has operations on many systems, providing everything from medical supplies to starship weapons systems. Here on Telos, Zerka Corporation is involved in the restoration project, which Zerka hopes will serve as a model for future operations of this nature. Good day. I am... How may I help? Of course. She has been expecting you. You will find her through the door and down the hall on the right. Наемники церкви. I hear Asgul's been paying mercenaries to go to Dantooine. Can't figure out why anyone would need mercenaries for a planet full of farmers. I hear Asgul's been paying mercenaries to go to Dantooine. Can't figure out... I'm glad that Zerka put a capable woman in charge of the project. I've got every faith she'll do things right. Larso isn't the most popular executive I've worked under, but I'll say one thing. She gets the job done.
Зовущий, блин. Название квеста. I knew you'd come eventually. I'm confident that we will be able to reach a working agreement satisfactory to both you and Конечно, придем. Наивные. On behalf of Zerka Corporation, I would like to be the first to welcome you to Telos. I can understand why you might be on their side, but believe me, you wouldn't be doing Telos any favors assisting those amateurs. Oh, sure. Habat's intentions are good enough, but good intentions won't restore Telos. His expensive policy of relocating biological specimens from Onderon without any planning will doom Telos in the end. I don't think Habat even realizes that at their current pace, they will run out of funding before even half of the restoration zones are up and running. Zerka plans to use some of the planet's own resources to help fund the restoration. These extra funds will greatly improve the project in the long run. Habat, on the other hand, can't see beyond his own selfish concerns. We've discovered that the surface of Telos is covered with military facilities that were either destroyed or abandoned during the Sith attack. Salvaged raw materials from these sites can either be reprocessed and put back into service, or resold to help fund the project. Zerka has been managing the restoration project without the assistance of a droid for some time now. Habat has commandeered the new droid intelligence that was to be delivered to the station. I'd like for you to meet the shipment at Dock Module 126, Shuttle Bay 2, and bring the droid back here before the Ithorians foul things up again. Requisition, if it helps. Да, реквизировать это не украсть. Главное подменить понятие. Is now divided between both parties. It really isn't stealing, as you put it. It will save the Republic time and money if we cut through the process of having a droid transferred to us. It will be better for Telos in the long run. Телос выиграет, Зерка выиграет. If you're worried about the TSF, don't be. If they poke their noses into your business, I will personally take care of it. But I wouldn't worry too much. The TSF understands the importance of letting us do our work. I'm sorry to hear that. If you change your mind, I'll be here. Так, запрос Зерки. Ты пошел в филиал Зерки, поговорил с Джанной Лорсом. Only authorized Zerka personnel are allowed beyond this point. А еще дроид. Sobojut sama petom. No sukama rontisi renti. Manama kropa putani kris. Подобно бронированной двери сейчас используются на цитадели, эти двери почти несокрушимы. Понятно. Но Балерми не... Нет, так нет. Мне же проще. Резиденция итрианцев. Так, информационный терминал, скачать карты местности. Так, ну к итрианцам, понятно, мы сейчас зайдем. Одно и то же у всех. У всех одни и те же фразы у всех. Hello there, and greetings from Isis and Onderon. I'm a diplomat from Queen Talia on Onderon.
My stay was supposed to have been shorter, but the contract disputes over the restoration project have prolonged it. The Ithorians negotiated the export of flora and fauna from Alderaan, but with their disagreements with Zerka, the status of our arrangement is in the air. I'm a diplomat. Понятно. Какой у него набор слов. Все? Так, терминал физического устройства, открыть медицинские контейнеры. Для выполнения необходима авторизация. Подобрать код. Успех. Вот так открываем контейнеры. Замечательно. Лабораторная станция, терминал связи. Все. Ну что есть. Гриттер. Абсолютно у всех одна и та же фраза. Эти транспортные корабли, летающие по станции, напоминают транспортные корабли Империи. Вивариум. Растения, бахани. Консоль управления Вивария. Проверка систем безопасности. Система безопасности активирована. Да, не буду я ничего деактивировать, пусть все работает. Похоже, что растения бахани один из многих видов растений, которые ветеранцы наблюдают в рамках проекта реставрации. Материальный компьютер показывает статистику по флоре и фауне для проекта восстановления.
Your speech is filled with maybes and perhaps. You are bold to make promises of healing while the world under your care burns and dies. You may be able to help, but there is always a price, is there not? Совсем случайно исчез. Действует нелогично. Так, замена дроида восстановления. Ты согласился помочь Чёдо Хаббату, лидеру тарианцев на станции Цитадель. Ты доставляешь ценные сведения из отсека 2 в стыковочном модуле ценные сведения дроида. Так, ты прибыл к тарианцам, поговорил с Чёдо Хаббатом. Так, надо идти в ТСБ, получить свое оружие с амуницией, а то как-то неудобно так ходим. Как завуалированно это все сказали. Требуется исцеление. The TSF isn't cut out to handle all the problems on Citadel Station right now. We need Republic assistance. Запертая дверь модуля.
торговец. Много товаров. Забрался с приливами и отливами, блин. Ну, конечно, да, чуть его побольше. Выбор. That didn't look like an accident to me or my associate here. It looked like you wanted to make a fool of him. Not even an apology. That won't do at all. This Sulluston here had a few things to say about us that we didn't take to so well. We're just trying to work out our differences. This doesn't have anything to do with you, stranger. Just move right along. Have a drink in the cantina. Just my luck. Someone who wants to be a hero. Why don't you run along before you get hurt? Then you shouldn't have gotten involved. И уровень получили. Так, что я хотел здесь еще прокачать себе? Так, телосложение, интеллект, мудрость, обаяние. Да все надо качать. Нам все надо. Компьютеры. Да и взрывчатку бы качнуть. Убеждение. Силы. Что у нас тут есть интересного, хорошего, нужного? Это мы читали уже. Тын-тын-тын. Так, ну доблесть тоже прокачаем себе. Силовая доблесть тоже полезная вещь. Charanana gundoso remina che l'orakto guru katpada. Fiadoratore padano ringatel camarada telefibu nubu da bitarana cenirara. Docent horrenteri. Che le resonto cenig rexi contunso des juncaratata. Der winterunto wakare que wapgerebu. Nenso telepachan gorsodaranane graer gra dalonuta choloren. Получены очки светлой стороны. А, это то, что к нам этот Нихилиус отправит эту, Висос, по-моему. Да. Еще помню. I have felt it too, my lord. A disturbance in the Force.
It was difficult to make out, my lord. At first it was such a quiet thing. I did not notice it. But now I wonder if it has always been there. I merely could not hear it before. The sound built so slowly, yet when you listen for it, you can make out the strains, even over the background life of the universe. Do you feel it is a... You are the darkness in which all life dies, my lord. All life exists to feed your power. And my life is yours. I beg you, please. Let me die. Он говорит, никто не знает. Yes, this disturbance echoes through the force. I can follow it to its source and bring it to you. I will leave at once, my lord. Отправляйся, нам как раз световой меч нужен. Уж по идее, когда с ним сразимся, мы повредим ее световой меч или что-то типа того. И получим последний деталь для создания своего меча. Кантина. Координатор гонок. Kringlor chawata chortungichi wewata wama. Kinchu sachikin watike butimilia no wistiketa kun nublachimbikum. Кавадумба мунсуру куплалиява. По-моему, там были какие-то глюки, что нельзя было в гонках вообще победить, по-моему. Come tak, blaia giustinga, miki gongo beaste. Kun grabila kingo mulara, kichi kuta grasa kisha. Chone mulera, ton kinge bano jansaka nikaraska. Tancha nigma, dovre kun mili wosa slima pogwanga sawana mucha. Yeah, there's nothing swoop fans like more than seeing a good wreck. Porci. No más un hombre, Prince Runta. Kawana bota yunta tanga kinamato. 41 секунда 27, 41 секунда 27 доли секунды. Kavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yaitua. Dovre kun miliwosa slima pogwangas. Dahupa bo sakurata go jujutu. Давайте тренировочный. Хотя я помню, что там были какие-то глюки, что победить было не или вылетало, или что там было проблема.
Да длинная довольно-таки трасса. В принципе можно. Давайте попробуем чисто напрожать. Кавадумпа мунсуру куплалиява. Боба. Давайте ради прикола чисто напрожать. Денег-то за это, скорее всего, дадут. Борначининса. Unta chiwita inka kikraya na chawanga kone. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita tabosanan hansata. Tonghite moshi jochia yumba litawa ebawa tuneruta. Почти же получилось. Кавадумпа мунсуру куплалиява. Бо. Кавадумпа мунсуру куплалиява. 41-27. Тонги кавана бота юн. Дахупа босакура. Бляха, ну что такое? Да. Ладно, попробуем третий раз. Кавадумпа мунсу. Че это вдруг он решил? С нас снять деньги. Третий раз. Чуть-чуть не хватило. 20 секунд. Почему нет одного рекорда? Давайте последний раз. Да, нет. Это же будет сколько?
получается, так не получается. Черт с тобой. Мы попытались, по крайней Hey мере. there. Care for a game of Pizzac? Карта Пазак, перевертыш. Карта меняет знак, положительный, отрицательный, всех ваших троек и шестерок. То есть это карта, которая всех меняет. Hey there. Care for a game of Pizzac? Нам для этого покупать колоды не надо. I'm only here to relax and play. So, Артур, привет, рад видеть. Спасибо большое. Как у тебя дела? Как выходные проходят? sure thing. Just for fun, or shall we lay some credit down? Let's have a seat and get to it then. Так, что тут у нас? Можно даже, в принципе, все варианты карт накидать. Давайте один раз сыграем партийку. Все равно на интерес. Че, в ничью сыграли? Перебор. Блин. Первую часть прошел, да, это вторая. Их же две части данной игры, поэтому это уже я на вторую перешел. Но сейчас точно проиграем. Это было предсказуемо. Looks like luck was on my side this time. Up for another game. Так, все, подруга, отстань со своими картами. Поиграли, как говорится, и хватит. Все те же самые. So you must be the Jedi everyone's been whispering about. No more trouble with the TSF, I hope? Редактируешь. Это по работе. Понятненько. Что там вообще, как погода у вас? Perhaps you don't know who I am? You haven't been on Citadel Station long, have you? Let me introduce myself. I'm Benok, the man in charge of Lopak Slusk's protection. You do know who Lopak Slusk is, don't you? The two gentlemen with me are Matu and Nahata, Slusk's finest men. Other than me, of course. Oh, leave the man alone, Benok. I bet he'd come out on top if you fought. Now, Luxa, I meant no disrespect. You're probably Slusk's strongest woman. It's your skin, Benok. Just warning you. Slusk could easily replace you. And I doubt you could cause any. Trading jabs with Luxa is hardly the entertainment I was looking for. Let's go. К чему был этот разговор, вообще непонятно. Ну ладно. Жарко. Что-то вчера и сегодня как-то очень жарко. Он сегодня в комнате, в которой сейчас сижу. Солнце, когда утром встает, вся комната освещена, жарко так пипец. Еще в этой комнате нету кондиционера. Зашел здесь просто помереть можно от жары. Ну так, в целом неплохо. Welcome to the Entertainment Module 081 Cantina. How can I assist you? Сейчас такую бы погоду на морька вообще было замечательно. Не, я же не спорю, да, люблю, вопросов нет. Я же говорю, сейчас такую погоду да на море. Жаль, что нельзя.
We feature Citadel Station's most talented all-bit band around the clock, as well as live Twi'lek dancers. You won't find any holograms here. Casual Pazak players should be able to find a friendly match in the game room. Or, if you're a bit more seasoned, we have daily tournaments with some of the best players in the Outer Rim. Cards too slow for you? Try your hand at Citadel Station's swoop track and see if you can challenge the all-time records. Last but not least, we feature only the finest cuisine and beverages from Ryloth to Coruscant. Говорянец игнорирует тебя, он не говорит на основном. Hello there. Fresh blood at the cantina. Enjoy. Your drinks are on me. We should talk. Later. If you're asking me that, handsome, you're better off not knowing. Tell you what. You just enjoy yourself. And if in the future we have business together, you can come back and we'll have a little chat. Очередной содержательный разговор с содержательным персонажем называется. Так нельзя же. Вода же грязная после последних событий. Купаться вообще нельзя. I don't understand your problem with the Republic. It's not like Поэтому Onderon вот hasn't так. benefited from joining. It was one of the darkest days in our history. Talia sold Onderon to the Republic, and what did we receive in return? Nothing. In exchange for the blood of our soldiers, the prosperity of Iziz has been stripped to decorate dead planets like this. Look, if it weren't for the Republic, you'd all be speaking Mandalorian by now. And because we accepted the Republic's aid, we should be indented to them forever? You make it sound like the Republic turned Onderon into a prison colony. Perhaps. Only that the Republic did not even conquer us. Our own betrayed us and allowed the Republic to take what it would. Я уже хоть, конечно, несколько лет не ходил на море, но сейчас, честно говоря, с удовольствием бы сходил. Знаешь, когда было можно, не было либо возможности, желания. Когда нельзя, есть желание. Так вот. Не, ну можно, конечно, поехать там в какой-нибудь на лиман. Как бы их полно вокруг нас, но... Знаешь, как-то заболоченные лиманы, заиленные, это все-таки не море, согласись. It's always the same story. When things are going well, no one ever thanks the Republic. Oh, when problems start, that's always where the fingers are pointed from. The war has really inflated prices here in Zerka's У этих одни и те же фразы, Zerka's mercenaries are getting как out на of hand. подбор. Too much for the TSF to handle. We need Republic troops to restore order. Велики молчат, а это вот этого можно выкупить. Танцовщицу. Zerka's mercenaries are getting out of hand. Завсегда ты как-то на черта похож. We need Republic troops to restore order. Поэтому Артур как-то так. Так что приходится чисто только сидеть и ждать, когда можно будет сходить на море. Но, видать, это будет уже не в этом году. Фонтан. С криком за ВДВ и фонтан. Ну, это тоже как бы хороший вариант. Ну да, у нас вообще есть в парке небольшое озеро. Там черепашки плавают, лебеди, рыбки. Можно туда. Правда, это закончится печально. Но можно и такой вариант. What's there to say? We're the only corporation with a branch on Citadel Station. Getting in early, as they say. If this whole Telos thing pans out, we could be in a great position. If Lorso doesn't screw it up, that is. Yeah, it's a long shot, considering the state of the Republic these days. Still, if it works out, the Republic may decide to start restoring other war-torn worlds. At least, that's what Zerka hopes. If we can integrate ourselves into the process, Zerka stands to make a tidy profit in the future. В детстве. Ну, в детстве это понятно, а вот как бы в таком возрасте это уже более чревато. Как бы с ребенка-то спрос небольшой. А когда я здоровый дебил полез в фонтан, это такое, конечно, будет. Да-да-да. Это точно.
Это в лучшем случае штраф. Quite a few ways. As part of the Republic contract rewarded for a planet like Telos, Zerka is allowed to use the planet's natural resources to help fund and support the project. On top of that, the Senate's easy to negotiate with. They're liberal with the amounts of credits they throw around, even with the Republic being in the shape it's in. And of course, new planets mean new markets for Zerka products. All in all, a very good arrangement for us. Yeah, Jana Lorso. That woman's a... look, forget it. She's my superior, and that's that. She'll screw up soon enough, and then I'll move in for the kill. She's got her hands in too many dirty little... whoa, I think I've had a few too many drinks. I shouldn't be talking to you about this stuff. Just forget it. Kavadumpa munsuru kuplaliyawa, bo bagaragawanda яйтуа ульванзиума. Да такое, честно говоря, настроение. Я устал что-то за эту неделю. Я, считай, 3 раза по рабочим вопросам выходил. В чем так? Знаешь, как говорится, повезло так повезло, еврейское счастье. Сначала один день, когда я выходил и попал под сильный дождь, промок, потому что на улице надо было работать. А вот сейчас прямо возле моря, на открытом солнце. Приходилось работать 2 дня. Ну, не подряд, там день через день. Поэтому так, чисто не выспавшийся, уставший. Вчера, получается, пришел домой поздновато. Не хотел уже 3-й раз стрим пропускать. Сел в 8 вечера, закончил в 2. Сегодня вот стал пораньше, чтобы хотя бы 1 день наверстать, что называется, и постримить. Такой уставший. Очень сильно уставший. Тяжелая была неделя. Чоне мурлера. Тонкинге бано джансака никараска. Танчаник мауимбо кранта мибилан. Kawana bota yuta tanga kinamatura. Tayaita ta bosananansata. Kawana bota yuta tanga kinamatura. Tayaita Gavadumpa munsuru kuplaliyawa, bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma. Dahuba bo sakurada go jujutu yoki, hiata yamba wajiaki yukito tune. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosananansata. Kawana бота юта танга кинаматура. 2000 кредитов, у тебя одно место не склеится от 2000 кредитов, родной. Gavadumpa munsuru kuplaliyawa. Tonghite mosijot. Dovrei cunmil. 2000 кредитов. Ты говорил с Дотом Хэтом о романе, он не желает расставаться с ней, разве что ты заплатишь ему 2000 кредитов. А у нас сколько? И у нас вообще пишется кредиты. Так у нас все неплохо, у нас 1817. Сейчас еще немного побегать, набить. Можно будет квест этот выполнить. Не, ну... Как, не всегда только физический труд выматывает. Как бы такой интеллектуальный, у тебя же по факту, ну, как это правильно сказать, такой... как это правильно? Творческий, интеллектуальное вот, редактирование видео, поэтому как бы понятно, что это тоже силы тратится на это и устаешь. Я тебя понимаю в этом. Скачать карты местности. The war has really inflated prices here in the outer rim. Medical Так, а это куда? Это причальные эти доки.
Zerka's mercenaries are getting out of hand, and they're too much for the TSF to handle. The TSF isn't cut out to handle all the problems on Citadel Station right now. Welcome to Entertainment Module 081's TSF Station. How may I be of assistance? Отдайте мои вещи. I will call up the appropriate information now. One moment. Searching. One moment. I regret to inform you that the Ebon Hawk is... Черный ястреб исчез, так свободно. Нормально. And is currently investigating. Похищен у службы безопасности. Хорошая вы служба безопасности, если целый корабль у вас стырили. Нет, я сегодня где-то... Сколько я уже отыграл? 2 часа. А где-то еще часа 4 поиграю. Потому что все-таки суббота у меня дела есть, которыми я занимаюсь. Я же говорю, это так, я редко когда в субботу стримлю, просто так получилось. Что как-то надо догонять то, что я пропустил. Поэтому долго не буду. Но еще часа 4 точно. То есть стабильно хочу 6 часов стрима провести. И пойду заниматься делами. Да, конечно, Артур, не вопрос. Занимайся делами. Будет время, заходи. Буду тебе рад. It seems the Ebon Hawk was transferred to Telos' surface instead of an impound dock. However, both the requester and the point of delivery are unknown. In addition, the vessel is not showing up at any government-sanctioned landing site. I would conjecture that it has been stolen, and the TSF records have been illegally accessed and modified. I knew it! That stupid T3 unit stole our ship. It's probably joyriding through the system right now, laughing at us, laughing at me. That is unlikely. Да, то ну. It is not accounted for. Numerous satellites track all incoming and outgoing vessels. There is no record of the Ebon Hawk leaving the system. Wait, you're saying the ship's actually somewhere on Telos' surface? I don't understand. Telos' atmosphere is highly corrosive outside the shielded restoration zones. Where else could someone land safely? I'm sorry. I'm afraid that's all the information I have for you. Of course, the quarters in Residential Module 082 will remain yours until the situation is resolved. Вот она, какой-то комплекс по поводу дроидов. There was a query regarding the Ebon Hawk's ID signature sent from the Paragus mining facility. However, all data collected in response to the query has been deleted. It is likely that this information was removed when the vessel's transfer request was modified. Fortunately, your possessions ну хоть вещи остались. and were uncompromised. I will open the door for you so that you may retrieve them. You will find them in the security lockers. I am not qualified to answer that question. However, it is unlikely that someone could steal a starship from under TSF observation without considerable backing. If your vessel has been stolen, there is a fair chance that the exchange possesses relevant information. I do not know what else to suggest, beyond waiting in your quarters for further word. Что если я подожду здесь, пока вы дадите мне другой корабль, пока я не сделал кому-нибудь больно? Ну-ну. The exchange is a major intergalactic crime syndicate. They are trying to gain a foothold in the Citadel, most likely seeking to integrate themselves as fully as possible with the new Telos. It is rumored that the Bumani Exchange Corporation, located in Residential Module 082, is a front for the exchange. Ходят слухи, да это и так понятно. Даже не слухи, это логика тут вообще простая. Not beyond investigating the matter and extending our offer of free room aboard. Вот так вот, сперли наш корабль. Черный корабль... Черный ястреб украден. Дроид-секретарь при ТСБ рассказал вам о том, что ходят слухи, будто биржевая корпорация в Бумане, расположенная в жилом отсеке 082, является прикрытием обмена. Дроид посоветовал вам обратиться к ним насчет своего пропавшего корабля. Так, иди, черного ястреба. Ты посетил станцию ТСБ, чтобы забрать конфискованного черного ястреба, только чтобы узнать, что он украден. Однако твое имущество было возвращено тебе.
конечно, хорошо, когда моргает иконка, что у нас есть какие-то новые вещи. Но когда ты вроде все посмотрел, она продолжает мигать, это бесит. Тяжелый бронекостюм. Денем его. Так, кардиостимулятор. Кардиостимулятор. Так, сюда. Возьмем, как всегда, любимые эти фиговинки. Рефлекторный имплантат. Изолированные перчатки, нарукавная повязка. Возьмем это. Так, где мой вибромеч? А, вот это вот мой, да. Так, физически 2.12, полномодифицируемые ультразвуковые генераторы питают достижения эчонийской инженерной мысли, картозисное легирование защищает светового повреждения, позволяет сохранить традиционное фехтование даже во времена световых мечей. У нас же здесь этот против штрафа есть, да? Мой. Тогда вибромеч. Вот так вот тогда будет у нас. Так, Атон. Прочная куртка его. Наверное, ему эти оденем. Тоже кардиостимулятор. Совершенство буровой лазер, шахтный лазер. О, так, кого же, 1.12, 1.11. Возьмем 12, улучшенный шаг, с чем разница? А, есть просто бластерная винтовка. Ну, возьмем просто бластерную винтовку. Так, ну игры. Так, что у нас лучше? Вибромеч 2.12, ну, вибромечом ее наградим. Вооружились, все, жизнь почти налаживается. Даркнесс, привет, привет. Да ничего, понемногу. Вот. Уже на Телосе прохожу. А, это нам сейчас лейтенант Грен повыдает пару квестов. Something I can help you with? Как вы будете справляться? Топливо искать новое. I just don't know. We desperately rely on the fuel to keep Citadel Station running. If we can't find a new fuel source soon, we'll be in bad shape. Не знаю, мне как-то вот в этой части более атмосферными кажется Дантуин, Карибан. Ну, в принципе, еще вот Мандерон. Да и Наршада неплохие, в принципе. Да, если так подумать, вроде здесь много локаций атмосферные. Как это... В каждом из них есть какая-то изюминка. There's enough fuel in the reserves to keep Citadel Station from falling out of orbit. And for managing the restoration project, but not much more than that. If only it were that easy. The Republic's tight on credits right now, still recovering from the war. They're sparing all they can, but it's not enough. We relied almost completely on Paragus for our fuel. It's hard to make up for a planet's worth of fuel exports. Absolutely. We need to find a new fuel service, sign contracts, make agreements.
A soldier like me is not good at that sort of thing. You? You've got enough trouble, I think. And this is all your fault anyway. Из-за меня. Конечно, из-за меня. Кого бы еще обвинить в своих проблемах? Look, it doesn't matter what I think. But sure, if you find someone with a load of fuel in their hand they'd like to sell to us, let me know. I'll be waiting. Же вроде нам должен несколько заданий позакидывать. Зеркали силкаты. Не, здесь же не силкаты, а этерианцы, если ты про это имеешь в виду. Это вторая раса, которая восстанавливает телос, этерианцы. Так, источник топлива, Телос. Лейтенант Долгрен, сил безопасности Телос сказал тебе о ненадежной ситуации с горючим для станции Создали после разрушения добывающего комплекса Пиракуса. Или может быть найден новый источник горючего, он непременно заинтересуется. Конечно, заинтересуется. Консоль. Ну, здесь, да, есть корпорация Зерка и Итарианцы, это здесь. Ну, естественно, за хороших. Я ж всегда отыгрываю светлого джедая. Понятное дело, что итарианцам буду помогать. А не обнаглевший зерки. Something I can help you with? Would you be interested in helping us by bringing in some bounties? This isn't a bounty, so to speak. But we're looking for a man named Batono who's been missing for some time. Also, two ruthless killers that we'd managed to capture and hold here in the TSF station escaped and are currently at large. We're also looking for any information about the imposter Batu Rem. Batono was the overseer of dock operations for Zerka and was assisting us in uncovering the elusive black market smuggling operation that appears to be operating at a Citadel station. A few weeks ago, he suddenly disappeared and hasn't been heard from since. А, кстати, по поводу молнии. Вот если в отличие в первой части с этим было проблематично, мне тоже вот способность молнии нравится, она помогает быстро в боях решать вопросы. Здесь же стало проще. Здесь за счет того, что если качать обаяние, по-моему, там даже написано в характеристике, если хорошо прокачать обаяние плюс техники, которые обучает Крея, то можно даже быть полностью светлым и молнией бить только так. Я, например, всегда, вот когда проходил в прошлые разы, у меня было, я всегда отыгрываю светлого, но я вот на последней планете, на Малахоре, да и здесь вот на Телосе, в этих последних боях, когда будут, я молнией просто так косил ситхов. Даже не вступая в контактный бой. Просто ходил, всех швырял, и они мне пачками клались способностью молнии. Поэтому это вообще сейчас не... Вот во второй части это стало не проблема. От того, что ты светлый, а хочешь там пользоваться какой-то темной способностью силы. Well, that's the problem. Our investigation wasn't exactly government sanctioned. I may have been specifically instructed not to pursue the matter, but that's not important. The important thing is that Batono's gone missing, and I want to know what happened to him. Не, можно, конечно, и серым, не вопрос, но просто тогда есть много предметов, которые можно использовать только на светлой либо на темной стороне, плюс там бонусы добавляются за это. Поэтому, не знаю, как-то мне в этом плане неинтересно быть нейтральным полностью. То есть, если в первой части, может быть, это и было как-то так важно, то во второй, за счет вот этих вот, что можно за счет способностей пользоваться без штрафов, другие способности другой стороны силы, почему бы тогда уже нет? Maybe there is, but that's not the point. The point is, I want to know what happened to him. Not much, other than what I've already told you. And the fact he was investigating Docking Bay 3. I spoke with some Zerka guards near the docking bay, but they didn't seem like they wanted to cooperate with a TSF officer. Maybe you'll have more luck. Thank you. Keep me updated. What is it?
Ну, кстати, тоже не все. Я помню, допустим, я во второй уже, конечно, не помню, что там было, но в первой части было очень много вещей, которые нельзя было одеть, потому что, допустим, если ты даже, ну, если ты серый либо светлый, ты не можешь одеть. Нужно обязательно, чтобы было, как это сказать, склонность к тому или к другому, к светлой или к темной. Хотя, допустим, вот тот же меч этого аджунта Пола можно было использовать любым персонажем. Но встречались и те, которые можно было одевать только если ты темный. They were spotted by security cameras in the docking area, and we quickly moved in to apprehend them. We captured them shortly after you were placed under house arrest. Some sort of electrical malfunction, a side effect of the false Batu Rem's attack, enabled them to escape. They overpowered their guards and escaped into the citadel. There are two of them, a Rhodian and a Deveronian. They're well armed and obviously extremely dangerous. They haven't left the station as far as we know. All right, just be careful. We've already lost 2 good officers to them. Тоже какой-то глючный этот квест с этими... What is it? Преступниками на Телосе, он не всегда отрабатывается. Тоже то повезет, то не повезет. You mean the assassin who tried to kill you, right? The real Batu Rem's one of us, and he's off the station on leave. I hope Batu's okay, though I'm expecting the worst. Shame. He was a good kid. Хорошим парнем. Да. Не, ну в принципе, что, как это правильно сказать, либо для изучения, либо, допустим, как это, хранить реликвии врага тоже бывает, для чего-то надо. Поэтому я бы не сказал, что это совсем нелогично. Как бы какая-то все-таки нюанс в этом какой-то есть, наверное. Yes, we looked into it and found that he arrived via a tramp freighter in Docking Bay 3. Unfortunately, the cargo and passenger manifest as well as departure location was not disclosed to us. That's all the information I have for you. If you find anything about the real Batu Rem, we'd like to know if he's safe. What is it? Something I can help you with? Накидал квестов. Ложный Бату. Лейтенант Грен сообщил вам, что убийца, замаскированный под Бату Рема, появился на станции Цитадель через стыковочный отсек 3. Так, сбежавшие преступники. Ты согласился помочь лейтенанту ТСБ Долгрену выследить 2 сбежавших преступников, Радианца и Деваринианца. Исчезновение Батона. Батона друг Долгрема исчез. Батона присматривал за деятельностью корпорации Зерка и был нужен для дачи показаний на Телсианском совете. Лейтенант Грен думал, что тут замешана Зерка, но у ТСБ нет доказательств. Грен говорил с охранниками СБ, так, Зерка, недалеко от погрузочных доков Зерки, но выяснить ничего не удалось. Ну вот, честно говоря, чтобы находились в саркофагах именно для светлых персонажей, я не помню. То есть меч Аджунты Пол это все-таки как для, ну, он как для темных считается, но его можно носить. Потом там была, по-моему, повязка Хорда или что-то типа того, она тоже только для темных. Потом был там еще какой-то предмет, то ли пояс, то ли чего, тоже для темных. То есть я не сказал бы, что там прям много было для светлых. Там, может, оно где-то лежало, там голокрон джедаев, еще чего-то, где-то там по пути следования. Так сказать, что там было много для светлых и именно лежали в саркофагах, то, честно говоря, не припоминаю такого. Taranamo Sibu and Asarans, Krema Sukun Ratungala, Chawi Mojun, Donos Emerakith, Wanarakorachi Drunka, Sa Inchovin Sasha. Dragonix One Gestale Lurcha, Jemu Mepete Runchoda, Ruka Sole Mulasoch. Yatuka, Wanrika, Chotin, Wanima, Orata Wakata, Chiluma Lispa. Вам лишь бы мне бабки предложить, как всегда. Чем еще можете... Что вы еще можете сделать? Вы самого доси шеба дентес кун мостови гитаявач, пиктарешан.
Trava grita punto do umpi con kile na chati no koso boramwe. Masoko chiro. Dancha ita wichi dumpa kavane kuno ba kinek. Ma winbo krata mipilan. Huta yanolia. Jukta gene chuba wonki na jung winoton ma no miurita. Takome jagmeski nudna duchung wesinta dorutu mogograble. Walia dosabolia nuon sotoduko na mabajurun. Kachichu ita haudunga. Huta yanolia. Jukta gene chuba wonki na jung winoton ma no miurita. Все. Не прокатило мне. Бабки сучить свалили. Тут транзит, другой модуль. Так, это этарианский печальный док. Greetings, sir. My primary function is to provide information about Citadel Station, Telos, and a variety of other topics. Please feel free to direct any of your inquiries to me, and I will do my best to answer your questions. Citadel Station is devoted entirely to restoring the destroyed surface of Telos. It is under the control of the Telosian Council. The restoration project itself is funded by the Republic. Финансируется Республикой. Citadel Station is divided into many modules, each serving a specific purpose. You are currently in Dock Module 126, which connects by shuttle to Entertainment Module 081. From there, another shuttle will connect you to the nearest residential module, 082. Please feel free to direct... Citadel Station is devoted entirely to restoring the destroyed surface of Telos. It is under the control of the Telosian Council. The restoration project itself is funded by the Republic. Так это он нам все рассказывал. The surface of Telos was destroyed via orbital bombardment during the Jedi Civil War. It is now Jedi Civil War. Save for a few research stations run by workers and scientists who have clearance to be on the surface. For a variety of reasons, safety is the government's #1 concern. Заметили, кого тут безопасность. The prevention of environmental contamination, the security of ruined military facilities, and other lesser issues. Да-да-да, капитализм он везде. Даже в далекой-далекой галактике, это точно. This dock is off limits pending an ongoing TSF investigation. Move along. Тяжелые воздушные шлюзы открываются через ближайший терминал. Ну да. Здесь я ничего не сделаю. Donos Emeragith, Wanara Chi Drunka Sa Inchobin Sasha, Dosimana Rachata. Donos Emeragith, Wanara Chi Drunka Sa Inchobin Sasha, Dosimana Rachata. Саша? Какая Саша? Здесь Саши нет. Donos Emeragith, Wanara Chi Drunka Sa Inchobin Sasha, Dosimana Rachata. Ну, если Саша, да Саша. Enwamagro, Meirangana Noruta. Vachabi Doko, Donaranga Manachunga. Vachabi Doko, Donaranga Manachunga. The Ranamo Sibu and Dasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawi Mo Jubu and Kosoracha. Loka Kamaran and Doso Ran with no Chabi. Du Rantamana Sobu. Наши пассажиры защищены дважды. Так, ложный Бату. Вы выяснили, что убийца, замаскированный под Батурам, пытался убить вас. Он прибыл на станцию Цитадель с Наршада. Это хорошо. Да, что-то, кстати, радианцев здесь пока немного. Вообще, по-моему, ни одного еще не встречался.
Kawanabota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosananansata. Ta kometa kablaia justing mikigongo beaste. Kun grabila king no mulara kichi puta grasa kisha. Dahupa bosa kurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiake yukito tune. Kawana бота юнта танга кинаматура. Тая. Хорошо хотя бы, что уже, в отличие от первой части, в их говоре нету там чуть-чуть. Постоянно разговаривал с этими твиликами. Вечно чуть-чуть звучало в разговоре. Тонхите моси джотия юмба дитава эбаwa тунерута. Так, исчезновение батона. Охранники СБС вне стыковочности корпорации направились прямо к руководителю Зерки Джани Лорса. Стоит к ней сходить, пока мы не отдали дроида. Потом будет обидчивая. Игрушку у нее забрали. Сюда. Где там зерка? Здесь. Ну да, это ж по факту хатам принадлежит планета. Хатам, биржа, там всех намешано. Но она такая именно, есть в ней какая-то своя привлекательность, что ли. Как бы запоминается планета, запоминается. О, а вот и радианец первый. I will arrange transport to one of the restoration zones on the planet's surface. You will be safe from the TSF there. Лупоглазенькие. For the services you have offered to Zerka, you will also be reimbursed. I trust that is an agreeable arrangement. Of course, I will instruct the commander to await your arrival. Ускакали. Милота. Нравятся радианцы. Не, это был не Грида. Это был другой. А в принципе все они на одно лицо. Ты нашел сбежавших преступников в офисе Зерки Джаны Лорс. Они направили Зерк в зоны восстановления как работники службы безопасности. Welcome back. Batono, of course. He was one of our former employees. Let me tell you something. There are far too many like him. Do-gooders who believe that because of the things Zerka must do to remain successful and profitable, we must be evil. They do not see the impracticality of their beliefs. They do not understand the realities of the galaxy. If certain funds must be paid, then Zerka will gladly pay. If competitors removed, then Zerka will do its part to forward progress. Batono could not see this. Before leaving our employ, he stole many of our records, then began to stalk our movements on the station. Harassment, but conveniently overlooked, sanctioned perhaps, by the Telosian authorities. Вещи притеснение наших интересов, бедные, притеснили их. Да. I'm curious, though, as to why you are looking for him. I see. Well, I suspect he's putting his nose into something or another. People like him can't mind their own business.
always needing to pry into matters that don't concern them. I do know he spent some time in the company of the Ithorians. I assumed that was the reason for his efforts, that he thought by inventing stories of Zerka's evil, he could put Chodo Habat and his incapable assistants in charge. But if you are searching for him, and find him, there would be a reward for any information of his whereabouts. Да как всегда, прямо. Лишь бы только деньги впихнуть. Ясно, склонность к темным делишкам. Я так понимаю, ты любишь отыгрывать темного джедая, да? В первый, что во второй? If your conscience demands it, then by all means. Just remember, a reward is waiting for you. Так, Жанна Росса заявляет, что Батона часто проводил время на станции в компании тарианцев. Кроме того, она упомянула, что наградит каждого, кто даст информацию о его местонахождении. Я вот, кстати, не первый раз замечаю почему-то, что в таких вот играх парни в основном отыгрывают добрых персонажей, а вот почему-то девушки пытаются отыгрывать злых. Не знаю, парадоксально как-то. Называется, в каждой девушке есть что-то темное. Не знаю почему, так не первый раз такое замечаю. Так, итарианцы. Итарианский лагерь. В каждой девушке есть загадка, ну да. Такая темная загадка. С немного вырастающими рожками, да? Типа такого. Восточной части. Обязательно передам ему твои извинения. Написано было он в Б, а ключ мы получили от комнаты С. Как всегда, перевод божественен. Чудо Хават раскрыл, что итарианцы держат Батона в апартаментах С1 в жилом модуле 082 на востоке. Мы сейчас где? На западе. Там на восток надо. Да.
Гэндальфа или Геральта. Не знаю даже, что ответить на этот вопрос. Так, где у нас этот С1? Вот С, комплекс С. И, конечно, да, чудеса перевода здесь. What the? You're not CSD. What are you doing here? What? No, you must be mistaken. You're probably looking for a previous tenant or a neighbor. Dole sent you. Can't say I'm surprised. He was the one who wanted me to come forward in the first place. Easy to say that, but you're not the one Zerka will send its assassins after. Sure, but everything takes time. Testifying before the council's deliberation, time that Zerka could use to rub me out. You might be right. I don't think Zerka has gone so far that it's willing to openly clash with the TSF, but Zerka has eyes everywhere. I'm not even sure I can leave this apartment safely. You? Look, I'm sure you can handle yourself, but I think this might be a little out of your league. A Jedi? Jedi or no, Gren wouldn't have sent you if he didn't think you could get the job done. All right, fine, but we need to get moving. Lead the way, I'll watch your back. Так, ну там сейчас будут ждать. Ну, естественно, как же без этого. Так, вы нашли батона в квартире, обставленной для него этерианцами. Обставленной для него. Мебель обставляли ему там, чтобы жилось ему красиво и спокойно. Да. Именно так. Хотя тогда Радиансу не повезло с этой фразой. Про привет. Who are you? It doesn't matter who I am. It's you we've all been looking for. Executive Lawso sent me to take care of some unfinished business. That's fine. We weren't planning on taking him anywhere anyways. That was a close one. We need to keep moving. Let's leave this mess for the TSF guards to sort out. I have to hand it to you, I'm damned impressed. Not only did you find Batono, you convinced him to testify against Zerka to the council. And believe me, that's no small feat, considering I think Batono is as stubborn as ever. You don't sound happy to see me, Gren. Длинное имя, не успевает нажать курок. Это надо покороче фразы перед выстрелом выбирать. Антон, привет. Что, у тебя выходной? Не работаешь сегодня? Или ты по субботам не работаешь? Of course, I'm sure you have other things to be doing. The bounty is yours for finding Batono, and a bonus for bringing him back. Bonus! I don't have anything for you, but thanks for saving my life. I'll try and return the favor someday. Добавлен запись журнал, 300 кредитов получили, 200 очков опыта, очки светлой стороны. Понятно. Что, как проводишь выходной? Просто отдыхаешь? Или будешь играть во что-то? Наверное, уже ждешь не дождешься вторника, чтобы забрать PlayStation. Так, исчезновение Батона вы благополучно сопроводили Батона на станцию ТСБ.
Something I can help you with? What is it? The real Batu Rem or the assassin Batu Rem? Oh, what is it? Docking Bay 3. More suspicious activity from Zerka's private dock. If only we had something more concrete, I could launch a full-scale investigation. But Narshada? Sounds like you've made some powerful enemies. Here's the reward for the information. And if you find out anything else about Batu, real or fake, let me know. What is it? What have you discovered? Damn that woman. Do you have any proof? Я убил их, да. Как мы его убили? Как мы их убили? I wish that were enough. To finger Zerka, we need hard proof. As far as the killers go, we need them dead or alive. Our jurisdiction doesn't stretch out to the restoration zones. If you find anything else out, let me know. What is it? Something I can... Армированное покрытие. Джаба застрелит. Ну, я даже не знаю. Если как бы дал Джаба задание, будет ему настолько важно, назовут и его имя полностью или нет. Это уже такое. Наверное, в зависимости от того, в каком настроении будет Джаба на тот момент. Так, сколько у нас кредитов? 2000, можно уже подругу эту выкупить. Yun so koin munj wuzun hani so katakeya na inta. Dahupa go sakurata go jujuto yoki. Hiata yamba wajiyaki yukito tune. Kawana bot. Это все он говорил. Ну что, получится убедить его на 1500? Да ладно. Да что ж все не прокатывает, а? Не. Ну и последний раз. Ясно, видать, слабое у нас убеждение на него. Ну, по факту, ну, просто в киновселенной был показан только Джаба, и все. А мы как бы в том же которой, допустим, мы на них насмотрелись, как минимум их было двое, которых я помню. Это Мота с Татуина, который хозяин гонок. Зас. А вот Зас не помню, он у нас был этим, который организовывал бои, или нет. В общем, минимум двое их было в которой. А в киновселенной, конечно, да, только Джаба по факту. Да и вообще, там даже других просто без имени не показывали. Джаба, что был в самом первом эпизоде, что он был в шестом последнем, и все. Других не показывали. А, не, вру, в четвертом тоже Джаба был. Когда с Ханом разговаривал на Татуине, на этой стыковочной площадке. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita tabosanan hansata. Gavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma. Dahupa bo sakurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiyake yukito tune. Kawana bota yuta tangwa kidira. Mariko no sa tuto kranas lumsa. Heta dress hiso yunto mash tranza.
Кстати, по-моему, мы прилетаем на хату. Я уже не помню, я давно играл. Но, по-моему, в стратегии, там, где это Empire at War, если играть за Империю, вроде как бы мы попадаем на хату. И даже там ведем боевые действия. Но это как стратегия. Если мне не изменяет память. Тут я заберу свои сбережения позже. Хороший ответ. Довака ничо соба синтонос. Мезока джанан. Макото хито ро нито. Ento mes mi paju, watamincha yokolondo ado nukulabira wa. Tines un soto. Sunaranga machochane dota lutu. Padu krem so chiche no chi wendido. Dron tite yoba. Morata gomana. Kova chokchi. Moskali. Miki mokba moka. Tinor krelun. Конференто Крин, Банокрок, Конечно, она рада тебя видеть, после того, как ты продал ее в рабство. Очень рада. Сураку, попаи ботеня, тачи морота камса. Джаваско босаброк, ричисо карвеноксо. Мочи тоза сагриндеyo. Kawanabota atagwa kankadiwa. Yutaka alwanji umalipa. Tues mahawika si wawanta mo guika wansoba. Wakama nurawa. Hentu mishmanta jun sera norchocha. Dolo shusa jaka dosa ninanta. Shujina rancha bashla shina shok. Vosa sholuta danesi tuch, wiso te borogoto! Yatuka uwanrika chotin wani maurata wakata chi luma litba. Чинечки светлой стороны. Кстати, по поводу денег... первой части, когда я уже заканчивал игру, там у меня уже было за 30 тысяч кредитов. Поэтому, как бы, честно сказать, деньги можно вообще раздавать налево и направо. Особенно где-то после середины игры. Ну, там вообще не проблема. Вот что-что, с деньгами уже где-то к половине игры проблем вообще нет. Поэтому раздавать это даже наоборот легче. Так, сейчас, друзья, секундочку, кое-что проверю. Так, сейчас, секундочку.
Что, получилось? Нет. Да, планет действительно мало показали. Очень мало, как на таковых, что были. Там по факту там на планет 5 можно пересчитать. И все. Все, вроде все нормально. Всегда на Рутубе подвисла трансляция. Бывает. Ну, это из разряда, понимаешь, как... Зачем подключать фантазию и что-то придумывать новое, когда есть старое, обкатанное? Поэтому они и не спешат придумывать другие планеты, где можно показать хатов. Вот показали Татуин и все. Зацепились за него, вгрызли, что называется. И пошло. Это вот беда с фантазией. Это вечная проблема. Так, хорошо, поехали дальше. Так, высокие ставки. Ты заплатил Донаху 2000 кредитов за Роману, да. И отпустил свои гуляющие 2000 кредитов. Это опять же к вопросу, что развивать данную тему они не хотели. Неинтересно им это. Это, как говорится, Джаба же не негр-трансгендер с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вот тогда можно было снимать бы про него до потери пульса. Так, что я хотел... Ну, получается, надо идти за дроидом. Почный модуль. Это людям интересно, нормальным, фанатам интересно, а хозяевам киностудий и издательствам это неинтересно. Вот и все. Во все, что это упирается. Интересует не то, что людям может понравиться, на что они могут потратить деньги, а то, что принесет прибыль. Вот и все. Они считают, что это не принесет прибыль. Так, открытие двери отсека 2. Ну, невозможно так, кстати, пробойник у нас есть, нет? Ну, нет, так нет. Ладно, чисто так. Не знаю, правда, зачем нам туда? Да очень можно всего показать, если за это взяться нормально. Нормально с творческим подходом к этому подойти. Но опять же, стоит вопрос. Им это не надо. Их это не интересует.
Поэтому, к сожалению... Так, сейчас на нас, наверное, нападут, по-моему. I'm glad you're here. I'm the only man the TSF could spare, and frankly, I got a bad feeling about this. Excuse me, Master, but it seems we have some additional visitors. Master, one of the assailants was carrying this. Actually, Master, it appears that it has a number of illegal modifications. Модифицированный ручной бластер. Ну, чему ты удивляешься, по большому счету? Вон, посмотреть даже на банально, да не только на фильмы, на производство игр. Как они плюют на всю логику, на фанатов плюют. Абсолютно не думают о том, что реально это может принести больше денег, и уважения, и желание людей это покупать. Им на это все абсолютно наплевать. Потому что у них есть свои стратегии, свои планы, и адекватная нормальная логика в них не вписывается. Вот и все. Поэтому здесь это можно очень долго обсуждать, но, к сожалению, это ничего не даст. Иногда создается такое впечатление, что проще, чтобы, я не знаю, там, какие-нибудь фанаты просто брали и начинали снимать фильмы. То есть, я не знаю, там, на каких-то там этих платформах собирали бы на это все деньги и сами бы снимали и делали. Фанаты для фанатов. Тогда бы действительно, наверное, был бы в этом... Их и интересно было, и красиво, и люди, думаю, с удовольствием бы на это скидывались. Но, к сожалению. Подозрительные товары. Ты обнаружил подозрительный бластер на теле замаскированного убийцы. В ТСБ, вероятно, захотели бы узнать об этом. Замена дроида восстановления. Ты разобрался с группой таинственных агрессоров, пытавшихся уничтожить управляющего дроида итрианского проекта восстановления. Осталось только проводить дроида обратно к вашим клиентам. I will trust your judgment, Master. Lead the way. I am yours to command, Master. I shall do so now, Master Habak. Farewell, and farewell to you as well.
Никто не пострадал. Смешно. Перчатки проникновения, очков опыта, добавлена запись в журнал. Так. Ну, потому что аниме это же японская тема, и для них это, так скажем, это часть их культуры. И поэтому они делают это все правильно. Ну, конечно, понятно, что они получают за это все деньги и так далее, но поскольку это все-таки часть их достояния, будем так говорить, они делают все правильно. А что такое кинематограф в США и так далее? Это только бабки и ничего кроме денег. Вот и все. Поэтому так и получается. Ну, потому что Лукас по факту продал это все, и все. И теперь от него уже, по-моему, вообще ничего не зависит. То есть он там даже, по-моему, не имеет права что-либо говорить. Он попродал, по-моему, с потрохами полностью все, если мне не изменяет память. Поэтому либо надо было передавать тем, ну, опять же, скорее всего, его на старости лет уже больше интересовали деньги, чем свое наследие. Если бы он реально, наверное, бы как-то переживал, я так думаю, он либо кому-то это передал, кто бы за этим жил бы этим, что называется, и вдохновлялся этим, а не так, компаниям, которые, о, есть тема, есть сюжет, вот будем его доить до потери пульса, без какой-либо логики, последовательности и так далее. Вот и все. Истина простая в этом случае. Тарианская дипломатия. Чудо Хават просил вас поговорить с Лопаком Сласком от лица тарианцев. Лопак, глава местного отделения обмена, находящегося в комплексе развлечений 082. Очень докучал тарианцам, пока находился на службе у Зерки. Подозрительный товар. Вы обнаружили подозрительный бластер на теле замаскированного убийцы. В ТСБ, вероятно, захотели бы об этом узнать. Так, корпорация Зерка более не заинтересована в общении с вами. Ну, конечно. Да, я думаю. Так, дроид. Это доставил тарианского разведывательного дроида Чудо Хабату. Перчатки проникновения. Так, а что они там дают? Безопасности, компьютеры, ловкость. Ну, можно, конечно, одеть. Все равно периодически взламываем. Нет, тарианец молодец. Послал нас к обмену. Договориться, ага. Смешно, смешно. Так, я сначала хочу сходить к этому Грену. Поговорить по поводу этого бластера. Ну да, забыл про вас совсем. Так, ну что хотя бы ты драться могла, Крея, нормально ударами. Ну ладно, щит силы, 2-й уровень. Атон, что тебе... Нужно это все качать будущему нашему джедаю. Еще есть. Боевой дух. Это что за способность такая? А здесь ее нет. Ну ладно. Шквалы мы прокачаем.
опять же возвращаемся к тому, что онлайн-проекты приносят разработчикам и издателям прибыль. Об этом уже очень много, кстати, было написано, тоже много этого читал. Они писали, что проще создавать онлайн-игры, чем создавать одиночную сюжетную игру. Потому что выпустил раз, получил с этого деньги, ну там DLC повыпускали, все. А с помощью онлайн можно людей доить, подписки и так далее. Something I can help you with? A blaster. I don't see why not. What? Where did you get this? Interesting. This is no ordinary holdout blaster. It's been outfitted with a number of illegal modifications. You say you found this at the docks? That is disturbing news. When off-world weapons are transported onto Citadel Station, whether they are personal arms or shipments to be resold, they are inspected and licensed by the TSF. This confirms my fear that there is a source of black market weapons and components here on the station. I could use your help getting to the bottom of it. Конечно, чуть-чуть еще тебе помощь надо. We have found a number of blasters similar to this one, as well as a crate of contraband weapons upgrades. Contraband weapons. A relative stranger as yourself might be useful for the investigation. You'd be compensated, of course. Great. The first thing I would suggest is showing the blaster around, discreetly. See if anyone on the station knows something about it, or at least reacts suspiciously. There's more than a few people around here I'd suspect having a hand in this. Anyways, good luck. Let me know if you find the source of the blaster. Контрабанда на станции Цитадель. Лейтенант Грен хочет, чтобы ты разузнал о черном рынке оружия на станции Цитадель. Надо идти к этому торговцу, к двум братьям. А что не так? Да даже не обязательно, что все, что ты описал, это то же самое касается и одиночных проектов. Ну, я имею в виду не онлайн. То же самое, выпускают, никакой этой оптимизации нету, куча глюков, куча багов. Демо-версии, как раньше это было, чтобы можно было посмотреть, что будет из себя игра представлять, не делают. Выпустили, народ схавал, ну и прекрасно. Едем дальше, называется. Уже куча игр выходила с такой ситуации. Taranamo sibu and dasarans, crema suncumba tungala, chawi mo jubu in kosoracha. Taranamo sibu and dasarans, crema suncumba tungala, chawi mo jubu in kosoracha. Tonoranga manakaran, ipo inshawa. Tonoranga manakaran, ipo inshawa. Ты поговорил с Дэндисом Доба, бластер из черного рынка. Он говорит, что он никогда бы не продавал его, его брат может знать больше. Понимаешь, вопрос не в том, что их патчами потом исправляют. Вопрос в том, что выпускают сырые продукты на рынок, которые вообще не должны... Да, бывают, там, знаешь, какие-то такие нюансы, моменты, которые либо не учли, либо забыли. Хорошо, как бы не все идеальны, бывает такое. Хотя, в принципе, у всех контор должны быть тестеры, которые должны проверять игру от и до, вылизывать ее, что называется, до блеска. Но когда выпускается сырой продукт, то есть я, получается, покупаю игру, которая сырая, в которой даже бывают такие глюки, которые я пройти не могу игру полностью. Ну, это что такое? За что я заплатил? Поэтому... Поэтому то, что даже они потом спустя там месяцы, годы выпустят патчи, все равно это ситуация того, что они выпустили по большому счету говно, которое не играбельно. Вот. Не всегда, кстати, не всегда. Бывают такие ситуации с издателем, но, допустим, последние проекты, тот же, допустим, Capcom, да, когда выпускает, они же, допустим, сами
тоже там пользуются издателями какими-то, но тем не менее, они смогли вылезать игру так, сделать ее нормальной. А что мешало, допустим, тем же этим, которые делали порт The Last of Us на персональный компьютер? Их никто, в принципе, не подгонял. Они могли выпустить ее в любое время. Тем более, что игра по факту сделана. Ее нужно было просто не криворуко, а нормально портировать на ПК. И все бы было. Но нет, сделали через задницу. Процессоры чуть ли не горят в компьютерах, потому что обрабатывать это все. Ну и... Ну да, Capcom азиаты, вот это да. Это, кстати, я забыл про этот момент. Возможно, в этом ты права, да. В общем, короче. Donos emeragith, wanara chi drunga sa inchobin sasha, dosimana rachata. Loka kamaran endoso ran with no chabi, du rantamana sobu. Mababe want to susintu mukarata. To esfrektonatada bear mabar chokto. Torenibu into rata sisi meborokra. Taranamo sibu indasarans. Krema sunkun ratungala. Chawi mo jubu in kosoracha. Machabi doko. Tonaranga manachunga. Ну да. Я, честно говоря, просто не играл в Ведьмака ни в одну часть. Не знаю, как сказать, там выходили они на тот момент, когда они выпускали с глюками, не с глюками, но про Киберпанк, да. Это уже притча во языцах, что называется. Тоже, как говорится, ожидание, реальность. Donos emeragith, wanarakorachi drunka sa inchobin sasha. Dosimana rachata. Loka kamaran endoso ran with no chabi. Du rantamana sobu. Donos emeragith, wanarakorachi drunka sa inchobin sasha. Dosimana rachata. Loka kamaran endoso ran with no chabi. Du rantamana sobu. Machabi doko, tonaranga manachunga. Febko emarayam ga watasitu insula raka rakachata. Tamaso kinchuda wanga. Mopi una wana si chokoratawa. Machabi doko, tonaranga manachunga. Tonaranga manakaran, ipo inshala. Ansana. Контрабанда. Сам Хандоба, торговец в комплексе развлечений, хочет, чтобы ты нашел лист растений бахани в лагере трианцев в жилом модуле 82. Сам Хандоба дал тебе список вещей, которые он ищет. Ну, ты уже не первый, кто мне советуешь. Я обязательно его пройду, обязательно мне дойдут руки. Конечно, не в очень ближайшее время, особенно сейчас после 2 подряд. РПГ, конечно, садится за новую, у меня мозг не выдержит, но я обязательно сыграю, потому что мне очень многие советуют пройти, говорят, что хорошее. Я понимаю, да, я знаю, Ведьмака очень хорошо хвалили, поэтому обязательно пройду. Something I can help you with? If we knew when he was going to make a shipment, then we could catch him. What are the 3 things he needs? All that? If that's the size and substance of his usual shipments, it helps explain quite a bit.
It will take some time for me to assemble those. All right, everything's here. Take these to Samhan. After that, come back to me and tell me the exchange has been made, and I'll go to the dock module to wait for him. If he won't let you leave until the transaction's completed, go with him. I'll post one of my men near the docking bay, and if he spots you, he'll summon me. Understood? I'll be there, don't worry. You just make sure you get him to the docking bay. We have to catch him in the act. С поличным. Так, лейтенант Грен дал тебе вещи, которые ищет Самхан. Ящик с товарами. Запертый ящик с припасами, предоставленными лейтенантом Греном, должны быть доставлены Самхану Добо. Добо-бобо. Не, ну да, согласен, конечно. Выпустить 3 хорошие игры и налажать один раз, это пока не такой уж показатель, чтобы сказать, что они плохая контора. Это да. Поэтому в этом плане я согласен. Roka kamaran endoso ran with no chabi. Du rantamana sobu. Tonoranga manakaran, Bipo Inshawa. About time you showed up, Saman. Get your things loaded. I'm already behind schedule. Roka kamaran endoso ran with no chabi. Du rantamana sobu. You don't understand how it is with Zerka. When the process stops working like clockwork, questions get asked, and we don't want questions asked, do we? The faster we get this loaded, the faster we can get it out of here. Stop right there. You are all under arrest and your possessions will be seized as evidence. Что значит не имеет права? Служба безопасности не имеет права? Samhan, don't bother protesting your innocence. We know all about your business thanks to our friend here. He's got a grenade. Take him down. I thought you might see it my way. All of you, come with me. I think you may be overconfident of your chances, Samhan. We now have evidence of your smuggling operation, and even the Council cannot ignore that. Again, I have you to thank. Without your assistance, it would have been impossible for us to place Samhan under arrest. Now we can be certain he will be removed. I believe a long sentence awaits him, and the Citadel will be rid of his influence for good, though there is always the possibility another will take his place. I promise to pay you handsomely for your assistance, and I'll keep my word. Now I must attend to my other duties. Again, thank you for your help. Добавлен запись в журнале, 500 кредитов получено, 150 опыта, очки светлой стороны. Ну да, в принципе, они там обещали с выходом этого дополнения, да, еще патчи кучу прилепить. Так что вполне, да, вполне возможно, что после этого игра действительно станет идеальной, как положено быть. Я просто новости по этому поводу читал, там как уже там перечитал целую кучу новостей, блогеров не стрел, просто читал.
на всех сайтах. Ну, пока вроде бы действительно внушает позитив. Так, контрабандно станет цитадель. Ты доставил вещи Самхану и пошел с ним, чтобы забрать партию груза. В отсеке Зеркет СБ вмешал, забрал Самхана, посадив его под арест. Ой, напугал своего врага. Прямо боюсь. Something I can help you with? В негативном плане. Да, кстати, все тоже хотел посмотреть аниме, все никак руки не доходят посмотреть. Писали вроде, что неплохо сделали. Очень даже интересно. По крайней мере, для тех, кому нравится киберпанк, советуют посмотреть. Так, в принципе, понятно, источник топлива понятно, черный ястреб. Ну, по факту, да, надо идти в обмен на биржу. Или как их там правильно перевести. Вот биржа. I do not approve of this alliance we have formed with Chodo Habat and his Ithorians. Не нравится и союз. Мне тоже крайне много чего не нравится, но я же молчу по этому поводу. Да еще как бы далеко до окончания. Это сейчас мы заканчиваем со станцией, этой цитадель. Сейчас мы улетим на шаттле, сядем, разобьемся на Телосе, потом надо по поверхности Телоса побегаем, насколько я помню. Потом опять садимся на шаттл, летим в эту полярную академию, и только после нее мы уже улетаем. Поэтому как бы еще не совсем заканчиваем. Habat has an agenda, and he hopes to tie you into it to use you to his own ends. Be that as it may, it would be best if you avoided such needless entanglements. You are too valuable to be caught up in the struggles of this planet. True, he may be able to help us locate the Ebon Hawk, but still, you must be vigilant. Ну да, когда мы же упадем на Телос, Балдора мы там встретим сразу же в начале локации. Sobojun sama peto. Dosokanki. Jiso maranesh insando krapa moletek. Marawala chiso lucharaka. Tinachara, Graracha, Ganowiso, to Torando Krani, Terando Nosh Wiwana Hoto. С Луксой поговорить. Так, итрианская дипломатия. Вам было отказано в доступе на территорию обмена, но охранник сказал, что вы можете пытаться назначить встречу с Луксой правой рукой Лопа Косласка. Он сказал, что обычно ее можно найти в контине в комплексе развлечений 081. Да-да-да. Да, с гангстером, с местным. Так, друзья, сейчас 10 минут. Отойду по важному делу и продолжим.
Так, друзья, снова здесь. Едем дальше. Так, это нам нужно опять в контину. Да, спасибо, спасибо. Да, недолго, в принципе. Модуль развлечений. Кантина. Где эта подруга? Hello there. You know, I heard about what happened at the docks. Can we talk for a bit? I handle vice. You know, spice, gambling, the good things in life. For the local exchange boss, Lopak Slusk. Don't worry, I won't make a move on you. That squid and I don't see eye to eye on a lot of things. You being one of them. Look, are you really Jedi? Exactly. This exchange bounty has nothing to do with you. But Slusk, my boss, won't listen to me. Still, you seem a very capable sort. Tell me, are you a capable sort? Good. I like that in a man. So here it is. Help me with Lopak Slusk, and I'll keep the exchange off your back. And find your missing ship. Как всегда, помоги устранить моего босса, я помогу тебе. Стандартная фигня. Вот это, с которой сейчас мы разговариваем, да человек же вроде. What, besides his being your typically slimy Quarren? Slusk works for Goto, out of Nar Shaddaa. Now this Goto, he's rigid, ruthlessly efficient, and all he sees are numbers. Goto keeps the squid around because he maintains a steady flow of income. Yet it's only half of what I know it could be. I should be the Citadel's boss, but Goto doesn't allow breaks in the chain of command. I can't go over Lopak Slusk's head, so I've got to take care of him myself. And I want your help. I can get you into the exchange suites in Residential 082. They're west of the entrance. More than a few of the guards are in my pocket, so there shouldn't be too much resistance inside. When Slusk's out of the way, I'll clear up this bounty matter and get your ship back. Deal? We'll speak again then. Best of luck, handsome. Так, Лукса и Лопак. Лукса, член местного отделения обмена на Цитадель-станции, хочет, чтобы вы помогли избавиться от ее босса Квороном по имени Лопак Сласк. Она говорит, что может доставить вас в биржевую корпорацию в Умане, прикрытие обмена в резидентском модуле 82 Востоке, что большинство охранников не будут вас атаковать. Прелесть. Ну да, хороший вопрос. Ну, в принципе, опять же, возвращаемся к тому, что некоторые считают, что это неинтересно. Этот вопрос надо задавать сценаристам. Sobojun sama pek. Dosokanki. Ciso maranesh insando krapa molektek. Marawana ciso luchraka. Tinachara. Graracha. Ganowiso to torando krani. Terando nosh wiwana hoto. И убежал. Оригинально. Вот-вот.
I'm terribly sorry, but there must be some sort of mistake. I don't have a record of your appointment. Are you certain it was for today? Скорее хотим просто нормальных вещей, которые, как бы, скажем так, для фанатов естественны. Они так не считают. You know what? There must be a mistake in the system. Why don't I open that door for you? What is your name? Ну, ты не откроешь для нас просто дверь. Excuse me, Lopak Slusk's appointment has arrived. Please open the inner door. There you are. Have a good day. Свинки. Гоморианцы. Катерианца еще как-то освободить. Свинки-хрюшки. Да, это я согласен. До разумной расы гоморианцам как-то далеко. И все так на нас сразу. Оп. With pleasure. И заперся. Ну да, ну да. Не, ну то скены, понятное дело, у них своя цивилизация была. Уж когда там общаемся с ними, же узнаем, что у них была... Планета выглядела по-другому, своя цивилизация была, свои традиции и прочее. Конечно, тускены гораздо умнее, чем гоморианцы. Time to take you down to size. Let's settle this. Рэй на нас скорость применила. Точнее, на себя. А нам это отдается. Гоморианцы кота свалили по-быстрому.
нас игнорирует. Сейчас тоже свалит по-быстрому, естественно. Опять закрылся. I hear you. Очень ценным. Slusk. I may have had a hand in this. Уже визора дело. I guess it's just like they say. If you want something done right, do it yourself. Все, теперь нам все противники. А не. Time to even the odds. Ой. Вот она как-то так. I hear you. More where that came from. Здесь не предали, просто я сказал, что не хочу здесь устраивать кровавую баню, а девочка взяла и обиделась, потому что хотела замочить этого кальмара, вот и все. Не, обмен считался криминальной группировкой, всегалактической. То есть они не бизнесмены были, они все были криминальные авторитеты. С чего мне это делать? Потому что сейчас как бы я тебя замочу. С чего тебе это делать? Ты как-то с головой дружишь? Типа порешали мирно. Если можно это так сказать. О, мантия ученика Матукай. Наконец-то нашли хоть какую-то джедайскую мантию. Я говорю,
Говорится, замочить-то мы всегда успеем. Если мозгов у противника хватает, чтобы договориться, зачем лишний раз устраивать махач? Так, стрянская дипломатия. Ты решил помочь Лопаку Сласку убить Луксу и ее телохранителей. Взамен Сласк согласился оставить итрянские попытки восстановления в покое. Так, Лопак Сласк, глава обмена, на станции Цель согласился оставить итрянцев в покое. Негациатор обмена. Дубинка, короче. Вот так вот у них называется оружие. Так, мантия ученика Матука. Телосложение +1, ловкость +1, физическая сила +1. Последователь Матука изучает физическую медитацию, тренируясь в технике боевых искусств. Их мантии созданы, чтобы помогать достижению гармонии между телом и разумом. Матука чувствительны. Чувствительны к силе, который используется в физическое тело как проводник силы. Баланс тела и духа является краеугольным камнем их философии. Ну да, броня, конечно, минус, но, по крайней мере, можно использовать все наши способности. Не, ну то, что броня интереснее, это понятно, но у меня молния, я не могу молнией пользоваться. Сразу накладывается штраф на использование молний. Понятное дело, что так гораздо у меня лучше. Защита 21 становится. И так 16. Ну, будем как-то так. Так, энергетический щит Арканян. Как-то лучше. Так, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Этот мы одеть не можем. Ой. Натана можно одеть в броню, кстати. Вот эта прочная куртка, конечно, хорошо. Здесь как-то лучше. Будет он у нас в броне. Ты еще тут, секретарь? Please don't kill me. I'm only doing my job. Биржевая корпорация Бумани. Так. Если мне не изменяет память, вроде бы... Практически закончились все эти квесты здесь. Вроде бы. Детали цветового меча. Принадлежавшего джедаю из своего клана. Да, представляю себе итарианца-джедая. Наверное, интересное зрелище. А, это мы сейчас что там каким-то дроидом должны управлять, чтобы в дзерку попасть, по-моему. А джедай. Да, это называется обнять и плакать. Такое увидеть.
Полученные предметы базовый энергоэлемент ствола меча, 700 опыта. О, добавлено журнал. Да, такое было. Ладно, почитаю, уж интересно. Это как выглядит хат. Базовый энергоэлемент светового меча. Энергоэлемент один из 3 компонентов, необходимых для сборки светового меча. Это базовое устройство может в дальнейшем быть усовершенствовано. Компьютер Зерки. Чудо Хават просил вас найти способ проникнуть в центральный компьютер Зерки, находящийся в их офисах в жилом отсеке 82 Восток, и забрать изобличающие файлы, чтобы показать их толсианскому начальству. Он подсказывает, что в контине в развлекательном отсеке 81 есть один недовольный служащий из Зерки, который мог бы помочь. Владение световым мечом. Он нашли базовый энергоэлемент светового меча. Возможно, если найдете еще несколько деталей, то сможете собрать свой новый световой меч. Так, владение 2 орудиями. О. Стазис 2 уровень. Блин, еще молния есть. Ну ладно, это в следующий раз. Белдарион. Хорошо. Сохраню тогда это в чате. Потом поищу. А, кстати, о птичках. От того, тот тырянец, который сидел там в клетке в офисе этой биржи. Я же его не освободил. Что там мне как тебя? Панель охраны. Я не помню здесь панели охраны. Панель охраны. Да-да. Панель охраны. Угу. Нашли мы панель охраны, чтобы тебя освободить именно. Я же не дебил, ее нигде нет. Please don't kill me.
может, если этого Сласка замочить, может, получится к его компьютеру подойти. Ну ладно, не получилось. Не знаю, как тебя освободить. Знал бы, освободил. Так, где там этот недовольный зеркой? Вот этот, по-моему. So, you're back. What's there to say? We're the only corporation with a branch on Sith. Так, он все это нам говорил. Yeah, it's a long shot considering the state of the Republic these days. Still, if we can integrate ourselves quite a few ways. Это все он уже рассказывал. Gianna. She. What? What do you mean? Wait, are you talking about accessing the mainframe? The Zerka mainframe? You're crazy! What are you, some kind of slicer? Well, I'm sure there are a dozen sorts of dirt on Lorso in there, but it's a closed system. Means you can't get in remotely. You've got to actually be in front of the mainframe to access it. This is a joke, right? You're CSD, aren't you? Loyalty test? Не шутка, ты хочешь помочь мне убеждение силой? You know, this is serious. I should help you out. Alright, other than Janna Lorso, only B-44 has free access to the mainframe. He's a protocol droid, her administrative assistant. If you controlled B-44, you could walk right in. Right, whatever. You could use B-44 to get into the mainframe. Nearly all the Zerka technicians are planetside these days, working the recovery zones we've taken from the Ithorians. We've contracted out the maintenance for the office's protocol and utility droids. The guy Chano lives in the apartments in residential 082. Помним. 2B, I think. Дура с Чаном, который ремонтирует дроидов. Leave with you willingly. Так, компьютер Зерки. Корон Фалт сказал, что если ты можешь получить доступ к B4D4 дроиду, секретарю в офисе Зерки, тогда ты сможешь пройти в главный компьютер. Техник по имени Чана, находящийся в секции B2 в жилом отсеке Восток, занимается техобслуживанием дроидов Зерки. Так, он в Б корпусах, по-моему. Donos Emeragith, Wanarakorachi Drumka sa Inchobin Sasha, Dosima Tonoranga Manakaran, Epo Inshawa. Tonoranga Manakaran, Epo Inshawa. Taranamo Sibu and Dasarans, Krema Sunkun Ratungala, Chawimo Jubu and Kosoracha, in Wamagro. Достойное дело, но не могу их вам дать. Обалдеть. Loka Kamaran and Doso ran with no chabi. Du Rantamana Sobu. In Wamagro, May Rangana Noruta. Chabi Doko, Tonoranga Manachunga. Основной вопрос, зачем тебе нужны деньги? Комнату обклеить. Tonoranga Manakaran, Epo Inshawa. Да. In Wamagro, May Rangana Noruta. Bomababe want to susintu Mukarata.
Tu es frectonatada ber mabar chokto. Toreni bo inturata sisi me borokra. Bo mababe wanto susintu mukarata. Tu es frectonatada ber mabar chokto. Toreni bo inturata sisi me borokra. Inwamagro, me rangana noluta. Taranamo sibu indasarans, crema sunkun ratungala, chawi mo jubu inkosoracha. Нифига себе, у него денег. 2500 он хочет. Где эти такие нарисую деньги? Так, опа Чана, нанятый техник Зерки, не может дать тебе эксплуатационные документы дроида, если ты не поможешь отдать его 2500 кредитов игрового долгообмена. Без этого ты не сможешь забрать B4, D4. Ладно, сейчас сходим к этому, хотя вряд ли он с нами говорить будет. Что мы обмена не боимся, это хорошо. Вот прокатит ли здесь этот разговор с этим квестом? Вот в чем вопрос. Please don't kill. Понятно, это нам все то же самое повторяет. То есть вот так вот, да? Говорить он с нами не будет. Вы намекаете на то, что мне нужно деньги найти такую сумму? Серьезно? Не прокатило. Жаль. Сейчас пойдем его уговаривать, что он типа потерял документы. Конечно, могу попробовать здесь напродавать кучу всего. Но это вряд ли будет 2500. Полторы я бы поверил, но 2500 вряд ли. Не, ну есть, конечно, пару дорогих вещей. Вот, так, сколько нам вообще надо? Ему надо 2500, это получается нужно 2000, да? Ну хорошо. Допустим. Что мне не надо? Дроидный спускатель токсинов. Ну, вот это можно продать. Токсинов. Так, дроидный ионик, допустим, полезно. Дешево, дешево. Куба меткости. Смертельная звуковая мина. Как бы ей можно подрывать некоторые вещи. Планшеты ничего не стоят. Имплантат. Регенерация за 495. Допустим, можно продать. Генератор поля скрытности. Звуковой обнулитель тоже, в принципе, можно продать. Там этот меч Ситхов был.
какой-то разрушитель ситхов пистолет. Нифига себе, 2000 цена. Просто так продал, и сразу ему можно деньги отдавать. Так, военный меч ситхов, который... так, все равно не буду пользоваться им. Продадим. Ну, в принципе, вот. Краю рабства. Я думаю, она не согласится на такой подход. Сколько у нас денег? О, 3000. Прекрасно. Теперь ты должен мне, а не обмену. Большая разница. Получены очки светлой стороны, получены документы, потеряно кредитов, очки опыта всего лишь 100. Могли за это дать и больше очков опыта. Так, ты взял эксплуатационные документы обслуживания дроидов Опучана, теперь можешь убедить B4 D4 вернуться с тобой к этерианцам. Что же здесь в этих-то апартаментах находится? Да-да. Зато столб света бьет из нас. А, я понял. Мы здесь, наверное, будем разговаривать в конце с этим, с картом. Наверное. Ладно, открыл раньше помещение. В принципе, что за деньги покупать? Все, которые вещи и оружие, все равно все находятся в боях. Деньги по факту только для таких квестов нужны, и все. Документы ремонтника дроидов Опучана позволяют тебе убедить B4 D4 дроида секретаря Зерки вернуться с тобой к Чода Хабату в резиденцию итерианцев. Так, офис Зерки. Пойдем со мной, мальчик. I am sorry, but I cannot accompany you. I may only leave the Zerka offices for maintenance by an authorized Zerka or Zerka contracted droid technician. Those are legitimate credentials. I will accompany you. Да, я, честно говоря, вообще никогда не покупал импланты. В принципе, сильно от этого и не страдал. Возможность лгать ради выполнения твоей миссии. Теперь поиграем за дроида. Ты возвратил B4D4 к итерианцам, где техники Чода Хабата повторно запрограммируют дроида, чтобы получить файлы Зерки. Протокольный ассасин. Ну да, тоже вариант. Скорее просто дроид-врун, а не ассасин.
Ей сказать надо, что мы туда идем. Hello, B44. Is there something you need? Oh, why is that? More credits, you say? That's news I wouldn't mind reporting to the Sector Executive Officer. Please, B44, access away. А 3PO скорее завидует такой скорости движения. Так, теперь надо этого спроводить. Дроиды ругаются. Вот так вот давит на совесть дроида. Ничего не запрещает тебе войти в главное помещение и пройтись по служащим зерки твоим стан-лучом. Вот так вот. T1N1, what are you doing out here? You're not supposed to leave the mainframe. I think someone needs a memory wipe. What the? Да. Все. Ну да, 3PO RDD2 начало. Как-то так. Так, сервер Зерка, оператор B4D4, пароль такой-то, доступ открыт. Так. Копировать необходимые файлы в инфопанель. Файлы скачаны, стереть все данные о своих сделках и контактах с Зеркой. Стереть все данные касательно дроид-секретарь. Да. Все, самоудалились отсюда. Инфопанель Зерки содержит секретные файлы, загруженные с сервера Зерки. Файлы пишут контрабанду оружия Зерка, ее контакты с обменом и незаконное использование зоны возрождения. Если их опубликовать, Зерка может лишиться контрактов на терраформирование Телоса. А тебя не смущает, что твоих двух сотрудников тут как бы замочили, не? Ладно. Я пошел, как говорится.
Да, чисто дроиды повыясняли отношения. Так, хорошо. Балдур. Да, по-моему, они правильно улитки называются. По своей сущности, вроде бы да.
Максимальные пункты силы увеличились на 5. Увеличен максимум энергии, получен очков опыта 500, добавлена запись в журнал. Так, черный ястреб аккуратнее. Чудо-хаб сказал тебе, что бывший военный инженер по имени Баудур мог помочь ботанике черного ястреба. Баудур последний раз был замечен в РЗ-0031 в зоне восстановления Зерки на поверхности Телоса. Так, ты достал файл из компьютера Зерки Чудо-хабату. Ну, наверное... мы сейчас, наверное, когда будем... По-моему, выходим к шаттлу, он с нами свяжется, скажет, что их... Здесь базу атакуют, и нужно будет вернуться им помочь. По-моему, так. Да, Вуки постоянно с этими своими воем на повышенных и пониженных тонах с различной этой тональностью, это, конечно, да, это страх. Так, друзья, сейчас 10 минут отойду по важному делу и продолжим.
Друзья, я снова здесь. Извините за долгую задержку. Просто пришлось перезапустить трансляцию на Рутубе. Были слишком большие тормоза и задержка. Пока перезапускал, немножко затянулось. Так, ну что, по факту мы закончили со всеми квестами. Вроде бы больше здесь делать, я же говорю, нечего. Здесь только что сейчас, по-моему, нападут на этарианцев. Да, мы отсюда свалим. Итальянцев атакуют. Мозу только что связался с вами, чтобы сообщить, что они находятся под атакой и нуждаются в вашей помощи. Чтобы спустить что-то Хаббата, вам нужно получить ключ Мозы. О. Два дроида, которые хотят сбежать теперь. Greetings. You surprised me. My companion and I are awaiting a ship. Nar Shaddaa, I believe. It was the easiest destination for us to book passage to. Yes, if you insist on putting it that way, I would prefer to leave Citadel legally, though that option is currently unavailable to me. Сделаю тебе меньше, чем освежающая емкость. Теперь дроиды решили сбежать вдвоем отсюда. Something I can help you with? What is it? Something... Можно узнать, почему я один? Чё это вдруг мне компаньонов убрали?
Everyone down! И куда-то ты все бежишь? More where that came from. More where that came from. More where that came from. Как-то здесь вас было много. Эх, махач опять. Нифига себе промах. Ребята, что-то у вас многовато, честно говоря. Yes. Как они нас по нам ломят. И в итоге еще и убили. Класс. С самого начала, как всегда, надо было сохраниться. Я сделал глупость, я понял.
This shall not stop us for long. Все, после них ничего не осталось. Вегетарианцев атакуют. Этот придурок теперь будет бегать туда-сюда, уже черт с ним. Time to even the odds. I hear you. Это как большая здесь толпа врагов. I will silence this one. Time to even the odds. What is it? Ты серьезно? Добро пожаловать. Ну-ну. Добро пожаловать. Трианская ключ-карта. Там сейчас опять будет толпа нас ждать. And now, Cholo Habat, you will die along with your herd. That's none of my concern. I was hired to do a job, and after I kill you, I'll be done. Perhaps, but not today, Athorian. This is the best that you could muster to come to your rescue? Very well. I shall add their bodies to the dead.
Time to take you down to size. What is it? What is it? Понял, ладно. And now. More where that came from. Я сказал бить эту. Куда ты побежал? Что ж мы промахиваемся все по ней? More where that came from. Получены очки светлой стороны, получено очков опыта 500. Так, итарианцев атакуют, вы спасли чудо Хаббата, итарианцев от нападения Зерки. Так, навыки. Способности. Шквал улучшенный. Тоже, наверное, стазис, чтобы у него был хорошо прокачан. Ну, сопротивляемся, а когда мы вдвоем используем одно и то же. А с другой стороны, там я буду тратить на одно, на другое. Можно так. Так, атом. Скрытый удар 5. Оставшиеся очки. На лечение, чтобы он мог лечиться. Скрытность. Взрывчатка. Все, закончили на этом. Все. О, Артур, ты вернулся. Не, я все на той же планете. Еще даже не успел на поверхность высадиться. Как так многовато тут было квестов. А еще высадиться на планету, еще по ней побегать. Еще в Академию попасть. Полярную.
скоро буду заканчивать, уже тоже надо по делам идти, уже времени много не осталось. Да я, честно говоря, всеядный. Сказать, что прямо только фантастику люблю, нет. То есть я много чего люблю. Просто как и так, знаешь, я стараюсь, если что-то беру, стараюсь проходить именно сериями. То есть я вот как я там начал тематику Звездных войн, все там игры, которые к ней относятся, я вот прошел. Но это предпоследнее по факту и пока все, потому что Jedi Survivor пока нет возможности взять поиграть. Поэтому просто так. Я вот как, знаешь, когда беру какую-то вот игры в тематику, я вот стараюсь все пройти разом, а не бросать, чтобы как-то было подряд. Пилотировать орбитальный шаттл. А, у тебя перерыв. Да, тоже правильно. Так, открыть терминал шлюза. Ну, я же нажал открыть терминал. Заглючило немного. Так, ну если я ничего не ошибаюсь, так, черный ястреб украден, это на планете, владение световым мечом, это по ходу пьесы, это должны быть на поверхности планеты, но не всегда он срабатывает, этот квест, это вообще, по-моему, на Наршада, или где мы должны его сделать. Это мы сейчас улетим. Квест выполнится, восстановление Ашкей, это тоже по ходу пьесы. Так, надо сохраниться. Ну да, как раз вот полчасика 40 минут. Может, передохнуть, пообщаемся. Так, здесь ничего вообще нету больше. Вроде ничего. Так, это орбитальный шаттл используется для транспортировки грузов, пассажиров между станцией Цитадель и поверхностью Телоса. Отправиться в зону восстановления 0031. Полетели. Admiral Onasi? This is Lieutenant Gren, TSF. We've been expecting you. Gren, it's nice to know that TSF hasn't gone to shambles in my absence. And how about you? An admiral. You might change your tune after you see what the situation is like down here, Karth. I've got some bad news for you. Well, it can't be that bad, Gren. I think Telos has already been through the worst. The one you came all the way out here to pick up, well, he managed to escape the station. We're not exactly sure how it happened. Well, that's unfortunate, but luckily it still fits our plans. Am I hearing this right? I'll tell you more when I arrive, but the Republic has decided not to detain the exile and adopt a wait-and-see approach. The exile? Then... Like I said, we'll talk more when I arrive. Looks like we will. I'm uploading the approach vector to you now. See you soon, Admiral. Не, кстати, ни в первую часть, ни во вторую не играл. Как-то так мимо меня эти игры прошли. Полетели, но правда недалеко. Сейчас собьют. Мягкая посадка. Good to have you back, General. Easy now. We survived one spectacular crash.
Lucky I was here to pull you and your friends out of that shuttle, or you'd be more than a little crispy. But it's only fair. Little crispy. I owe you more than one, General. You must be in shock from the crash. Have to expect some long-term memory loss from that. Too bad he's not a droid, huh? We can't I'll humor you, General. I was one of the Iridonian Mechanic Corps that was at Malachor. Bayadur, I can see how you'd forget me, being that I was the only one. А, ты про это то, что некоторых ты видишь, что подписываются, а некоторые не приходят оповещения. Так это есть в настройках этого Ютуба, как оно, конфиденциальность или как она называется. То есть, когда ты подписываешься, ты можешь себе это поставить, и когда ты будешь на людей подписываться, у них не будет отображаться твое, ну, что ты на них подписался. Просто будет добавляться количество подписчиков, но не будет писаться, что ты к ним, ну, не будет оповещение приходить, что ты на них подписался. То есть это называется там то ли конфиденциальность, то ли что-то типа такого. Есть такое. Есть. Don't think too hard. I'd rather not talk about the war, if we could. We all went through some tough times after Malachor, and maybe we all did a little forgetting. Guess that's one thing we've got better than droids. They can't forget anything. But then you give them a memory wipe and they forget for good. They'll be fine. The pilot's more or less unharmed, and the old lady, well, she's tougher than she looks. You know, I never thought I'd see you again, General. Galaxy's a big place, and this is the last place I thought I'd bump into you. So I have to ask, just what are you doing here? Well, if your ship's in as bad shape as this one, I don't think you're gonna have much luck. Well, this is familiar. Feels like my last time on Telos. Crashed the shuttle that time too? Nope, Pazak. That was not the most pleasant landing I've endured. Next time we should perhaps seek out a more reputable pilot. You're welcome, Надо поругаться между if I собой. weren't such a crack pilot, we could have hit the shield wall or one of those rock faces. Yes, our current situation is a vast improvement. Beats me. No one's supposed to be here but a Zerka research team. I can't say they'd be happy to see us, but shooting us down? I can't imagine Zerka having us shot down by a bunch of scientists either. You know, I caught a glimpse of what looked like an AD tower when we flew over the compound. Maybe they're doing something they shouldn't be. I've seen pirate bases with the same sort of setup. I can help you find it. I have access to the SHIELD network. I came hoping to repair whatever damage your shuttle took, but not even I can fix that wreck. We'll have to get back to the compound. It's the old Ithorian research station, turned into a salvage team staging area. It won't be an easy hike. First, there's a mercenary pursuit team looking for me. If Zerka secure the compound, there could be a lot of them out there. Second, there's all the Canucks. Canucks. Я тоже сначала этого не понимал, честно говоря. Потом я посмотрел в настройках, полазил у себя и нашел этот пункт. Поэтому такое возможно, не удивляйся. Right. The Canucks ate them all. Now they'll eat anything they can catch, including us. Without the Ithorians to maintain the accelerated ecosystem's balance, everything here is falling apart. Zerka's killing the restoration project piecemeal. That's the plan. Нас обнаружили. Баудур присоединился к команде, у него есть специальная способность разрывать и уничтожать силовые поля, использовать его способность уничтожения щита в бою, чтобы разрушить вражеские силовые щиты. Так, ну тогда-то наставим, возьмем Крею как джедая поддержки. Да. Будет как-то так. Как вы раздвоились все. Так, Баудур. Репульсор Страйк.
Так, в компьютерах разбирается, во взрывчатке. Внимательность, ремонт системы безопасности. На вот лечение. Беда, печаль. Так, ловкость. И все? Только один пункт лечения? Вы серьезно? Что-то так грустно. Не любит он лечиться? Так, пока сделаем ему дальнобойные способности. Потому что его, конечно, тоже можно джедаем сделать. Но как-то это делается тоже через пень-колоду. То получается, то не получается. Хотя у меня ни разу не получалось его джедаем сделать вообще. Так, черный ястреб украден. Баудур согласился помочь вам найти черный ястреб, но сперва вы должны найти компьютерный терминал сети щитов. Так, арестован. Ты сбежал из станции, вообще со станции Цитадель на борту шаттла к зонам восстановления. Так, а Баудур у нас вообще ничем не вооружен. Даже брони на него никакой нет нормальной. А нафига ему скрытность? Так. Это ему дадим. Не знаю, нужен ли ему щит. Защитные доспехи. И что есть? Шахтный лазер. Карабин-разрушитель, карабин-бластер. Ну, попробуем так. Вон тиканоки бегают. Не прокатило. Разделали лягушек. Так, там наемники нас ждут с нашего корабля. Ого. Мин. The mercenaries have at least 2 hidden caches like this. We should keep our eyes open. А это их эти тайники. Мы даже можем теперь мины снимать. Тайничок. Тайничок, ну-ну. Так, все. Больше из интересного ничего нет. Mercenaries, right where we need to go. That sentry droid probably spotted us already. They were probably looking for me when they saw your shuttle go down. Да понятно, что он уже нас засек. I hear you. I hear you.
И кончилось. Кто же убьет нас? Можно было раньше уровень нам подкинуть? Death Stranding читал, смотрел, но как-то не знаю, что-то она меня не впечатлила, что в нее играть. А ты играл? Интересная? Ну как-то, честно говоря, не знаю, что смотрел. Как-то совсем не впечатлил. Ну вот от слова совсем. Так, убеждение, система безопасности. Сила, так, молния, которая так хотел, второй уровень. Сухопутный спидер. Управление этим транспортом выглядит закодированным, вы не можете воспользоваться им. То же самое написано. Another sentry droid. The mercenaries must be using them to locate us. There's probably another patrol nearby. What is it? Накрылся дроид. Так, на одной мине все-таки кто-то подорвался. То есть стоящая игра, то есть ты рекомендуешь, да, пройти? Потому что, честно говоря, я когда смотрел, что-то мне показалось, что ну такое. Не очень. Мешок. Опять куча наемников. Да сколько же у вас здесь всего-то? Один. Да, много видеозаставок. Да, знал я такую игру, где много видеозаставок. The force is strong here. Whether Chodo and his herd has anything to do with that is another matter. Can you feel anything? Я забыл, как игра называлась. Я играл в игру, типа там про временной эффект.
Забыл, честно, как называется. Так там, чтобы ты понимал, отдельные видеоставки, которые длились от получаса до 40 минут. Просто вот как бы тупо были ролики. Заставок на 7 часов, ну, наверное, вот что-то вот из этой области. Я забыл, как называлась игра. Там то же самое. Тупо между каждой миссией были ролики по 45 минут где-то. Именно просто реально именно видео. Тупо вот с живыми актерами видео. Я так понимаю, вот похожесть в этом плане этих игр. That is good. As a breeze may swiftly turn to a gale, you are slowly beginning to be reopened to the Force. Quiet. There's a large mercenary patrol up ahead. If we move carefully along the perimeter, we may be able to get by without their spotting us. We could cross along the shore, or head along the cliffs to the south. Вот нафига Крей ты именно вот на него первым полезла? А, ну да, это же игра Кодзимы была. Я, кстати, совсем забыл, что это он делал. В общем, я понял, я многое пропустил, не играя в нее. Надо будет сыграть, раз ты рекомендуешь. Это давненько не играл в хорошие игры. Ну, по крайней мере, я имею в виду из таких и свежих новинок. Призрак Цусимы. Да-да. Ну, тоже слышал, но не доходило до этого. This won't take long. А животное, что такое неугомонное? Тут наемников с 3 ударов выношу. Тут на тебя столько сил и здоровья пришлось тратить. А это легко вынесли. Странно. What is it? Как бедного итрианца здесь разбило на пляже. Даже так? Прикольно. А в плане на любителя ты что именно имеешь в виду? Жанр особый или как? Let's get this over with.
Рюкзак бесхозный валяется. Целая куча скелетов. The mercenaries have at least 2 hidden caches like this. We should keep our eyes open. Тайник. Это не тайничок, а тайник написали. Так, что у нас тут какая-то... Пропустили мы что-то или нет? По-моему, квест с этими, которые сбежали, по-моему, опять не отработал, потому что они должны где-то быть на этих полях, мы должны найти, по-моему, если мне не изменяет память. Просто здесь выемка с деревом и ничего больше, ну понятно. Не, ну скажем так, просто здесь, там знаешь, но вкус и цвет фломастеры разные. Мне тоже, допустим, The Last of Us очень рекламировали. Говорили, классная игра. Ну, пока она не была выпущена на ПК. Естественно, я в нее поиграть не мог, потому что приставок у меня нет. Но мне ее очень рекомендовали, говорили, классная игра, на PlayStation классная игра, сыграй. И вот ее выпустили на ПК. Ну, поиграл я в нее. Знаешь, не впечатлился. Учитывая те года, в которые она выходила, ну, хорошо, понятно, что она там выходила, по-моему, когда там 12-14, не помню, какой-то год был, я посмотрел, когда у нее была оригинальная дата выхода. Не знаешь, так на это все посмотрел, на этот сюжет, на все, что там творится. Ну, знаешь, такое... Слизанное с фильмов это «Я легенда», «Ходячие мертвецы» и так далее. То есть совсем как-то меня не впечатлило в этом плане. То есть как игра вроде бы такая, ничего. Как в плане сюжета, но сюжет реально слизан с этих фильмов. То есть мне в этом плане меня не впечатлило. То есть, может, конечно, люди, которые вот как бы эти фильмы не смотрели, для них... Как бы это было очень там прикольно, удивительно. Для меня, который как бы всестороннего, меня это, как бы, знаешь, очень не впечатлило. Потому что реально, мне кажется, половина вот этих вот сюжетных поворотов слизаны с этих... Внимание, минное поле, с этих фильмов и сериалов. Поэтому не впечатлило. Давай, по минам. Молоток. What is it? Еще один молоток решил пробежаться по минам. Надо было, конечно, включить режим одиночки и поснимать их. Протупил. Ладно.
скобкам зерки. Так, ладно, друзья, сейчас перейдем на следующую локацию, записываемся, и, наверное, на этом на сегодня все, потому что уже 4 часа. Мне нужно двигать по делам. Зона реставрации Телоса. Да, не получилось, конечно, за один стрим пройти Телос, даже если прикинуть, что эти полчаса, если даже было время поиграть, эти полчаса 40 минут, пока пройти эти базы, церкви, долететь до этого храма Полярной Академии, там походить со всеми пообщаться. Да, не хватило бы времени. Телос какой-то получился долгий. Да, исторические игры мне тоже нравятся. И, кстати, вот мне чем очень нравился, по крайней мере, серии Ассасина, первая, вторая, вот там Brotherhood, Revelation, что там, во-первых, были исторические события, во-вторых, там очень классно описывали и места, где ты находишься, и события там тоже описывали. Вот этим оно мне нравится. Ну да, Rise of Rome тоже, да, интересный. Согласен. Тоже люблю. В этом плане такие игры, развивающие кругозор и знание истории. Так, ладненько, Артур, извини, будем, наверное, заканчивать общение, потому что уже у меня времени уже нет. Надо бежать по делам. Буду уже стрим на сегодня заканчивать. Не получилось Телос пройти, очень хотел, но, к сожалению, он слишком долгий оказался. На удивление. Ну, ладно, дело такое. Все, друзья, на этом на сегодня все. Следующий стрим продолжим в понедельник. Проходить. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну, в понедельник в 3 часа, как обычно, в то же время, в тот же час, на том же месте. Продолжим прохождение. Телос мы уже точно закроем. Вопрос только, сколько на это времени уйдет. Мне аж интересно, сколько вот нам не хватило, чтобы его закрыть. Все, всем хороших выходных. Артур, тебе большое спасибо за то, что заходил сегодня. Спасибо тебе за общение. Был очень рад тебя видеть. До встречи на следующей неделе. Хороших тебе выходных. Друзья, вам тоже всем хороших выходных. Хорошо отдохнуть. Увидимся с вами в понедельник. Все, всем счастливенько и до следующих встреч. Пока-пока.